Приветствую всех, кто есть сейчас на стриме, и тех, кто в записи когда-то может будет его смотреть. Сегодня, наверное, немножко внезапный стрим, более опять утренний какой-то, чем вечерний или дневной. Но вот такой вот сюрприз. Утренний Ведьмак. К сожалению, наверное. Судя по тому, что я заметил, что вечерние стримы по Ведьмаку все-таки более как-то плодотворны, что ли, это так назовем. Продуктивные, вот так лучше, наверное, чем какие-то дневные или утренние. Но ладно. Как получилось сегодня, так получилось. Вот, например, по Силксонгу, я помню, там были как раз дневные и утренние стримы более продуктивные, чем вечерние. Вот в Ведьмаке наоборот получается. Так, сейчас проверяю опять быстро кое-что и загружаемся. Слава богу, вроде опять с первого раза все запустилось нормально, и без всяких там ковыряний по 10 попыток. Не знаю, может починил действительно на постоянку, или это просто везет уже который стрим подряд. Интересно. Надеюсь, что все починилось. Так, загружаемся. Я там вне стрима чуть-чуть побегал, кое-какие места поотмечал себе для стрима, что хочу посмотреть. Кое-что пособирал, кое-что там сделал, но всякая рутина в основном. Планы у нас сегодня как раз вот эти вот быстренько в начале стрима места просмотреть интересные. Там в Новиграде, что-то на Скеллиге. И не знаю, может все еще в начале стрима всякие там, может, заказы пододелать, какие у нас остались в долгах, чтобы потом, когда уже стрим чуть-чуть разойдется, уже на Скеллиге всякое остальное доделывать. Всякие там сюжетки, прочее, что у нас там осталось. У нас не то чтобы прям много чего-то осталось на самом деле, как мы смотрели в прошлом стриме в конце. Так, вот, начнем с Новиграда. Я тут отметил вот тут места, вот тут места, вот тут, вот там. Всякое более-менее интересное, что можно было бы сходить проверить. Тем более пока начало стрима, пока никого толком нет, пока стрим только разогревается, скажем так. Пока вот лучше всякой такой фигней заняться. А Йеннифер и все остальное более-менее интересное оставить чуть-чуть на потом. Так, тут что-то Геральт говорил про запах. Вот. Чудово. Раны нанесли мечом. Пир для воров. Глубокая, она перебила артерию. А в руке ключ. Интересно. Внезапное задание. Он бежал, пока не умер от потери крови. След четкий, крови он потерял много. А ты из какой деревни будешь? Из Вербицы. Это в Тимерии. 2 дня пути от Вызимы. Нильфгард туда пришел еще до зимы. Сперва черные нам никакого вреда не делали, пока партизаны не напали на их гарнизон. Тогда они спалили наши хаты. Но за что? Вы же им ничего не сделали. Нильфгардцы господа суровые. У них наказание всегда должно быть, даже когда нет виновного. Эй, тебя сюда что, приглашал кто? Нет, я пришел по следам человеческой крови. Значит, ты нашел нашего приятеля Дерека. Ну и ну, должно быть, глаз у тебя наметанный. После того, как мы с ним погрызлись, я его полдня искал. И толку? Разве что в собачье дерьмо влез. А у меня ведь такие башмаки ладные, из змеиной кожи. Гляди-ка. Хорош базлать. Тесак сказал ясно. Если кто малину найдет, перо ему в бок и в канаву. Подумай, Грун. Ты хоть раз, сука, подумай. Раз уж ведьмак нашел тело, значит и ключ нашел. Без ключа мы не откроем сундук. Не откроем сундук, Тесак не получит, что заказывал. Не получит,
поднимет кипиш. Тебе оно надо? Ну, вот видишь. Послушай-ка, уважаемый, есть у тебя две возможности. Первая. Отдашь нам ключ, я тебе заплачу за труды, и все будут довольны. Вторая. Начнешь брыкаться, а тогда сделаем, как советовал Грун. Перо в бок. Есть две вещи, которые станут делать только законченные дураки. Бросать камнями в осиное гнездо и угрожать ведьмаку. Ублюдку любопытно. Да вы серьезно, через стену там даже ко мне прицепились. Ну вот только вас не хватало. Они еще и там замуровались. Ну вы вообще. Вы, конечно, вообще. Ну вы вообще. Нет слов просто. Успокоились? Багованные бандиты. Ну что, опять? Так, ладно, к стене этой не подхожу. О, они, кажется, выбрались оттуда. Ну-ка, иди сюда. А, теперь я тут замуровался. Господи, что за багованная фигня? Теперь меня не выпустят, да? А, спасибо. Ну, иди сюда, тварь. Вы не хотите сами выйти, а? Как и этот товарищ. Ах ты. Ой, короче. Багованные бандиты, идите куда подальше. Я сматываюсь. Что там дальше? Вот увидишь, что я с тобой, сука, сделаю. Я тебе так рожу порежу, что у слепого на тебя не встанет. Ой-ой, смотри, чтоб я тебе чего не отрезала. Заткнись, курва! Что тут делается? Ни хера интересного. Вали отсюда! Она, кажется, не хочет с тобой разговаривать. Я справлюсь. Молчи! Я могу от него избавиться. Я не понял. Это разве по сценарию? По какому еще сценарию? Не порти нам веселье, а? Нет. Ну взял и всю атмосферу разрушил. Ладно, не смею мешать. Нашли бы себе место поукромнее. Нарываешься? Прибью, как собаку. Ой, как вы достали. Ай, не то нажал. По кругу гони! Да я нажал. Одна. Сегодня с парированием что-то хреново.
чего там задумался? Заковать этого ублюдка! Он хотел меня убить! Он лжет. Ты меня в это не втравишь, Данвин. Говорили мне, не веди дел с этой краснолюдской падалью! Эти мелкие пиздюки вечно обманут! Но чтобы... Это ты туда чудовище запустил. Больно тебе мои тюки шелка глаза кололи. Да в гузно их себе затолкай! Заткнитесь, или я вас обоих закрою. Жрига. В чем дело? Сука! Еще один нелюдь! Тихо! Решим вопрос по-быстрому. У нас тут такой небольшой заказ для ведьмака. Возьмешься? Небольшой может и не окупиться. Окупится, об этом не беспокойся. Только разберись с этим быстро, а то я уже порядком времени потерял на этих двоих. У них общий склад, в котором завелось чудовище. Само завелось. Это ты его туда запустил. Чтобы оно мне башку оторвало, а ты бы наложил лапу на мои товары. Не вали с больной головы на здоровую, курдюпель! Мне все равно, кто кому гуля или другую какую стригу подложил. Надо от этого избавиться и все. Ну так как, ведьмак, берешься? Я этим займусь. А я не согласен. Нелюдь будет нелюдя покрывать. Сейчас они мне еще оба тут станут доказывать, что это не гуль, а моя собственная бабка-покойница. А может, она и есть. Я-то к этой страхолюдине не приглядывался. Заткнитесь! А то как ведьмак чудовище убьет, так я у вас еще ревизию на складе проведу. А вот это не обязательно. Проклятый склад. Накер! Один. Ты что тут забыл? Странно. Накеры редко ходят в одиночку. След широкий, глубокий. Краснолюд? И что? Уделал ты чудище? Да. Я ж говорю, быстрее всего ведьмака нанять. И что? Понял, откуда он там взялся? Я нашел клетку, в которой держали Накера. Прутья в ней были подпилены. То есть кто-то хотел, чтобы он выбрался наружу? И кто из них это сделал? Я думаю, это он. Он ненавидит нелюдей, значит, у него был мотив, чтобы избавиться от краснолюда. Что? Какой еще мотив? Сговорились против меня, паршивые выродки. Да, сговорились, как же. Ты мне об этом в камере расскажешь. Спасибо за помощь. Вот тебе твоя плата. Ну пойдем. Наконец-то эта сволочь получит свое. А я выкуплю его товар за бесценок. Зачем он вел с тобой дела, если так ненавидел краснолюдов? Это он глотку драть гораст. Только против краснолюдских денег у него предубеждений не было. Тогда зачем ему тебя убивать? Ему? Да он же дурак. Он бы в жизни такого не придумал. Мозги жидковаты. Бывай, ведьмак. Если у меня курточка промокнет, я снова не Бессовестный тип.
Ты пялился на мою Хельку. Чего? Толкаух грёбаный. Оставь меня! Я на нее и не А ты любишь в Значит, мокрых что? портках бегать. Значит, она страшная, по-твоему? Сейчас я тебе. Хватит, оставьте его. А ты что у нас, любитель нелюдей? Я очень не люблю повторяться. Оставьте его в покое. Эй, парни, тут один нарывается. Надо ему показать, что бывает в Новиграде с любителями выродков. И одни выродки туда, и другие подгребают. Спасибо, Ватгерн. Если бы не ты, мне бы отрезали уши, как Фейлару. Или еще того хуже. На вашем месте я бы уехал из Новиграда. Надо же. Тебе тоже мешают нелюди? Мне нет. Зато вечному огню уже да. Пока что у них есть другие жертвы, но скоро возьмутся и за вас. Да ладно. Так далеко они не зайдут. Я был в Ривии в 68-м, во время погрома. Я знаю, о чем говорю. Берегите себя. Это как? Что ты нам предлагаешь? По домам сидеть? Уступать дорогу, если человек идет? Прощайте. Ты любишь в мокрых портках бегать. Совсем его раздавило. В лепешку. Интересно, кто теперь все эти хоромы унаследует? Так, опять ФПСы. ФПСы, где? Нет, ладно. Да какой кабин, блин. Ай. Так, это, по-моему, последняя интересность в Новиграде. И возвращаемся на Скеллиги. Совсем его раздавило. В лепешку. Интересно, кто теперь все эти хоромы унаследует? Что тут случилось? Его милость так хотел обязательно сам за всем проследить, что залез в самый низ подземелья. И... трах! Свод не выдержал. Ну вот и песенки конец. Скверное дело. Все. А можно посмотреть? Может там что-то можно украсть? Нет, тут тупик просто теперь. Ну тогда все. Возвращаемся на Скеллиги. Тут тоже и несколько всяких интересностей обозначил. Поел бы свеженького, а? Ты не из Нильфгаарда, правда?
Никто больше не отважится со мной сразиться. Неужели на всем Скеллиге не... Я не видела тебя здесь раньше. Как тебя зовут? Геральт из Ривии. Я Ютан Димун. До сей поры не нашелся тот, кто смог бы сравниться со мной в бою. Может, ты со мной сразишься? Я слышала о тебе. Это ты победил Олафа, прозванного Медведем? Да. В таком случае ты будешь для меня достойным противником. Я готов. Тогда начнем. Пусть Фрейя укажет победителя. Ну, сколько мне еще ждать? Хватит! Хватит! О боги! Не удивлен, что тебе трудно найти достойного противника. Но в конце концов, такой нашелся. Где ты этому научился? В Каэр-Морхене. Каэр Морхен. Это ужасно далеко. Готова поспорить, ты и по пути многому научился. Может, ты об этом расскажешь? Это будет долгая история. В таком случае нам понадобится какое-нибудь спокойное место, отменный мед и... Что скажешь? С удовольствием. Увидимся в корчме. Там слишком шумно. Ты можешь прийти ко мне. Я живу в Харвикине. Буду ждать тебя после захода солнца. Тогда до свидания. Лучше себя чувствуй. Я лишь хочу помолиться, воздать богам честь. Хочешь пройти, плати. Иначе сиди тут. Совести у вас нет. Боги вас покарают. Дайте ему пройти, вам от него не убудет. Это он! Тот, кто убил Сигруна! Ублюдок! Ты за это ответишь! Быстрей! Рог закрой! Повешу твою башку у седла. Спасибо тебе, путник. Я буду возносить за тебя молитвы во время моего паломничества. Очень мило с твоей стороны. А куда ты направляешься? К 4 ликам Хеймдаля. Их возвели в честь нашего великого героя. Я слышал легенды о Хеймдале. Он был великим воином и прародителем островов. Это правда. Но прежде чем наступит Теддейре, время конца, он вернется и сразится с силами зла, демонами и призраками хаоса. Золотой петух Камби предупредит его о прибытии Нагльфара, корабля, несущего воинство тьмы. Потом настанет великая битва Рагнарёк, в которой Хеймдаль сразится с силами тьмы. Будем надеяться, он победит. Для нас это будет уже не важно. Пророчество гласит, что после Рагнарёга наступит конец света. Пророчества бывают обманчивы, и нет такого конца, который одновременно не был бы началом. Пусть ты будешь прав, путник. Пусть ты будешь прав. Здравствуй, путник. Рад видеть тебя живым и здоровым. Приветствую. Ты все еще в паломничестве? А как иначе? И у каждого лика Хеймдаля я прошу для тебя милости.
Прощай. Не попадай в неприятности. Кто для тебя эта чародейка? Йеннифер, да? Вау, какой меч! Ведьма, Что случилось? Моя невеста и братья Миккель и Ульф поплыли на Хиндерсфьяль за Агдой. Свадьба всего через несколько дней, а их все нет. Недавно был шторм, и я боюсь, как бы их не выбросило на скалы у Фарер. Там столько народу гибнет. Я бы сам за ними сплавал, но свадьба же скоро. Приходится за всем следить. Говорят, что сыну Скеллиги не годится просить о помощи. Но у меня нет выхода. Ты поможешь мне. Разыщешь моих близких. Я поищу их. Так, я только сейчас заметил, что, оказывается, стрим опять дергается. Вот в чате никого нет, никто не подсказал. Хорошо, что я заметил. Хотя бы сейчас, а не прям под конец стрима где-то. Так, надеюсь, сейчас нормально должно быть. Надеюсь. Ты ведьмак, верно? Здравствуй. М? Кто для тебя эта чародейка? Йеннифер, да? Привет. Я уже решила, что ты передумал. Я ни за что не упустил бы возможности провести с тобой вечер. Я вот только боюсь, что собеседница из меня никудышная. Мне же не часто приходится беседовать с мужчинами. Почему не часто? Ну, до поединка жаль тратить время на разговоры. А после собеседников не остается. А теперь, когда наконец нашелся кто-то сильнее меня, похоже, что Фрейя посмеялась надо мной. При чем тут Фрейя? Я поклялась богине, что только тот, кто одолеет меня в поединке, сможет возлечь со мной, взять меня в жены и дать мне детей. К сожалению, тебе не повезло. Да, я знаю, что ведьмаки не могут иметь детей. И вряд ли годятся в мужья. Но ведь именно ты меня победил. На Скеллиге наверняка есть много воинов, более достойных твоего внимания. Мне хватило бы одного. Может, стоит поискать на других островах? Ты прав. Пришла пора покинуть Фареры. Удачи, Ютан Димон. И все? И все, просто поговорили? Здравствуй. Кто для Ну тебя ладно. эта чародейка? Йеннифер, да? Да чё вы все пристали с этой Йеннифер? Мое почтение. Я не знаю тебя. Подойди ближе, дай-ка я на тебя посмотрю. Зрение у меня уже не то. Теперь только монеты и различаю. И, дед, только не пугайся. Я ведьмак. Я не суеверный. Так что желтыми глазищами меня не напугаешь. Ведьмак? Хе-хе. Раньше они чаще на Фареры захаживали. Отец мне рассказывал. Но ты-то покупать пришел, не сказки слушать.
С удовольствием послушаю какой-нибудь рассказ. Говорят, люди с Фарер... Мерзавцы и воры! Кто тебе наговорил такой брехни? Эти трусы со спикер-рога! Никто мне ничего такого не говорил. Вижу, кланы Димун и Броквар между собой не ладят. Нас-то никто особенно не любит. А все началось давным-давно, когда многие юноши добивались руки и сердца Лависы, Сарцкеллига. Ее отец объявил, что отдаст дочь тому, кто принесет ему его перстень. И только собрался бросить этот перстень в море. Как молодой ярл Андимун сбил его с ног, вырвал у него перстень и так получил руку прекрасной Лависы. Ты, ведьмак, не хочешь остаться на Фарерах. Ты бы здесь пришелся ко двору. А что за ведьмаки бывали на Фарерах? Да многие сюда приплывали, потому как чудовищ на Фарерах была тьма тьмущая. Змеи-жраки, яшмеи, заблудалки. Никогда о таких не слыхал. Может, это какие-то местные названия? Потому и не слыхал, что их уже нету. Ведьмаки со всеми управились. Но и большую деньгу на Фарерах зашибли. Да, я посмотрю твой... Ты куда? Эй! Блин, он что, в одно время какое-то? Типа во время диалога смотался куда-то. Блин. Не понял, что, все, его уже не будет? Ау. Дед, ты куда убежал? Ведьмак, это ты? Я тебя по шагам узнаю. Ты ж как кот ходишь. Чего тебе надо? Да, я посмотрю твои товары, дедушка. Дедушка. Прощай. Так, я тут же ко всем подходил, я что-то не помню даже. Ветер дул с севера, волны в 5 локтей. Паруса у нас порвало в клочья, румпель сломан. Вдруг гляжу, а из волн выплывает сирена. Красивая, личико гладкое, грудь полная. Ну так я ее хвать, веревку ей вокруг хвоста затянул, и потянула на корабль, как конь телегу. И тогда... Да ну, глупости ты болтаешь, Эдвин. А ты что о море знаешь, если всю жизнь овец пасешь? Не мешай людям слушать. Занялся бы уже делом. Ольгер ему и сказал: ты за оружием не следишь. Топор у тебя весь в ржавчине. Не пойдешь в поход. Ух ты, вот должно быть Ларс взбесился. Ну так и что он? А ничего. Встал только и так хватил этим своим топором, что разрубил лавку пополам. И пса, что под этой лавкой кости грыз. И тогда Ведьмак, да? ярл Хиндерсфьяля принес в жертву целое стадо баранов, чтобы боги послали смельчака, который Моркварда убьет. Что ты говоришь? На-на-на-на-на. Привет тебе, незнакомец. От соленого воздуха всегда пить хочется, да? Дай взглянуть, что там у тебя. Не, я не подходил к ним. Как так-то? Как так-то?
Так, мне надо еще эти штуки. Так, этого 12, этого 18. Ну, по идее, и не надо вроде. Запасы есть. Прощай. А ты, Лейф, скажи, чем прославился? Я? Ну, Так, а кузнец? Ты расскажи, а я послушаю. ну, вот недавно... Недавно Лейф по пьяни перепутал свою халупу с нужником. Больше ему нечем похвастаться. Что из корчмы в Каэр-Трольде все бочки с пивом смыло. Ты пришел издалека. Что для тебя это вчера? Чего надо? Ближе не подходи. Опалишься. Что у тебя есть на продажу? Никому, короче, тут я не подходил почему-то. Странно. Может, я ночью просто сюда приходил и тут все спали. Взгляни-ка на этот чертеж. До свидания. Вонзив клинок под сердце, Ялмар славный. Так. Ага, это пока рано. А это чё? Ага. Теперь сюда надо. Синяя, распухшая, но сирена-то, похоже, не смущает. Наверное, они нашли тело сразу после того, как девушка утонула. Светильник Кейра здесь очень кстати. Вот это ты, Геральт, вспомнил, конечно, светильник Кейра. Вот это неожиданность. На Скеллиге светильник пригодился, с ума сойти. О, милостивая Фрейя, прости своим сынам. Мы должны были привести невесту брата на свадьбу, но нас одолел шторм. Все пропало. Агда мертва. Ее приданное утонуло. Мы опозорили честь рода. Прости нас, о благородная Фрейя. Перестань, Микель. Фрейя не смоет с нас позора. А кровь может. Мы поступим как должно. Там, под деревом. Помолимся, а потом покончим с этим. Ты прав. Так будет лучше. Интересно, куда они ведут?
Скеллигская честь. Им лучше было умереть, чем жить, понимая, что они подвели брата. Привет, Леха. Да, играю. Да что ж ты мне не даешь вопрос задать? А ты сделай неожиданный поворот и спроси мне что-то другое теперь. Вот будет сюрприз. И вот я не смогу сразу заранее ответить на него. Когда не буду знать, что это такое в этот раз. У меня дурные вести. Агда мертва, твои братья тоже. Что? Как это? Что ты говоришь? Шторм разбил их корабль, Агда погибла, а твои братья не могли вынести мысли, что подвели тебя. Поэтому выбрали смерть. Возьми, может, это письмо что-то прояснит. Письмо? Это все, что мне от них осталось? Очень жаль, но больше я ничего не нашел. Грустный квест. Слыхал? Какой-то чужак побил Эйна. 3 дня на ногах не стоял. Ну и ну. И что ж дальше-то будет? Какой-нибудь бродяга с большой земли перепьет Лугаса Безумного? Конец света. Конец света. Так, тут все. Дальше вот тут вот, я помню, была интересность. И еще одна там на острове, и вроде все. Можно будет приступать уже к основным делам. Ё-моё, опять FPS. Как вы задолбали после каждой загрузки барахлить. Хеймдаль хранит клан Тир. Знаю я таких, как ты. Я случайно услышал ваш разговор. Что такое испытание пути? На Анскеллиге веками молодые мужчины проходят путь. Только тогда они становятся настоящими воинами. Можешь что-нибудь рассказать об этом испытании? Спроси старого Гуннера. Он мастер ритуала. Он у подножия горы Ардвард живет. У тебя рана? Мой отец тоже был такой бледный, а потом умер. Приблуда. Хотел бы я уже знать, с кем нам придется сразиться. Ирини, тролли, может, там какие другие бестии? Если Хеймдаль захочет видеть нас воинами, мы пройдем испытание. Забвение тем, кто не будет достоин. Дашь меч Чего ты подержать? здесь ищешь? Да хранит тебя Фрейя. Не волнуйся. Если я не пройду испытание, ты быстро обо мне забудешь. Не говори так. Не стоит памяти тот, кто не сумел стать воином. Чего вы от меня хотите? Воин с 2 мечами? Если кто умеет сражаться, то ему вполне хватит одного. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Что случилось, уважаемый?
Когда-то эти острова были только для нас. Ни один чужак не смел сюда сунуться. А если осмеливался, то уже не возвращался. Добрые были времена. Наверняка не для тех, кто сюда попадал. Ты Гуннар? Кто спрашивает? И зачем? Я хотел бы пройти путь воинов. До сих пор ни один чужак на это не отваживался. Но если тебе жизнь не мила, попробуй. Что я должен делать? Путь расходится на две части. Одна ведет к горным вершинам, другая в недра земные. Пройди обе, и докажешь свое мужество. Расскажи мне о горном пути. Он пролегает по хребту горы Ардварк. На вершине ты найдешь алую шаль. Принеси ее в доказательство того, что побывал на вершине. Звучит не слишком сложно. Ты плохо знаешь наши горы. Может, расскажешь побольше о подземном пути? Это какая-то пещера? Да, но проходы, которые к ней ведут, затоплены. Ни один человек с большой земли не сумел через них проплыть. Этому надо учиться с детства, с молодых ногтей ловить жемчуг. Посмотрим. Что будет дальше? В конце грота тебя ждет неожиданность. Возьми то, что найдешь там, и принеси мне. А что за неожиданность? Увидишь, если доберешься. Если гарпии тебя не порвут. Да, можно попробовать. Мало того, что чужак, так еще и глупец. Что же, лекарства от этого нет. Отправляйся на вершину горы Ардварк и принеси алую шаль. Потом надо добраться до пещеры. Там есть еще одна вещь. Но о ней я тебе не скажу. Иди, покажи, чего ты стоишь. И лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его держит. Правда? Так, зря спрыгнул. Я уже это испытание вроде проходил. Я там в конце что-то даже находил, действительно. Но вот пещеры я не помню, по-моему. Я только по вершине поднимался. Вот второй путь нет. Вот опять это проклятое место с сиренами. Сейчас опять они мне тут будут мешать. Мерзости эти. Началось. Одна есть. Вторая есть. Следующий. Сюда иди. Лети, то есть. Господи. Последнее. Жесть. Душнило, блин. Летающие.
Белоголовый отправляется на свидание со смертью. Ни один чужак не пройдет пути воинов. Ни один чужак не прошел пути воинов. Все случается в первый раз. Некоторые учатся только на ошибках. Только на Скеллиге. За ошибки обычно платят жизнью. Ой, как страшно. Сидит тут, пугает всех. Ну, теперь гарпии. Были сирены, теперь гарпии будут мне тут мешать. Черт! Так, спуск в пещеру я случайно нигде не пропустил. Надеюсь. Геральт. Иногда забирается, иногда нет. Это место силы. Это место силы, которое я уже давно активировал. Ну, хотя бы баф. Так, надеюсь, где-то тут пещера. Уи. Да, вот она. Окей. Вот. Тут я не был уже. Зараза. Ничего удивительного, что старик говорил не выныривать. Зараза. Две горгульи. Добрый вечер, блин. Ничего. А нет, чего. Хотел я сказать ничего и не с таким справлялись, но нет. Это было быстро. Это было жестко. Не тупо 2 раза подряд топнули и все. И каюк. Ну, если они там ничего не охраняют даже, то может я действительно просто пробегу мимо. А еще бы FPS меня не бесили. Каждую загрузку.
Господи. Но они вроде 13 уровня всего, но блин. Эти их топоты, которые сбивают все. Один сбивает, другой добивает. Поддолбал. О, они по себе тоже урон наносят. Ладно. Вот. Будем держаться за спиной каждого. Чтобы они друг друга хотя бы тоже лупили. Не зря я Квен прокачал там вместе сил. Сейчас он мне очень пригодился. Вот и все. Но это было неприятно. Высунулся, чтобы глотнуть воздуха, и тут на него напали. Они что, не охраняли вообще ничто? Не верю. Что за звук? Ну, такой себе клад. Что происходит? Что за гнусное место? Гнусное место. Вот там, где 2 горгули было, вот там, да, гнусное место. Вообще мерзкое место. Опа. Паркур. Етить, колотить. Колотить, етить. Давай, давай! Блин. Хеймдаль.
острые мечи. Да хранит Но по тебя мне лучше Фрейя. добрый топор. Не волнуйся. Какие вести ты принес? Испытание было нелегким, но я справился. Вот доказательства. Ты первый чужеземец, который с этим справился. Тебе надлежит воздать почести. Я прослежу, чтобы весть о твоем подвиге разошлась по 5 островам. То-то Лучшее же. оружие ни к чему, если слабая рука его держит. 28 уровень. Остался всего 1 уровень. До отличных доспехов. Лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его держит. Правда? Чертежи. Кираса. Грибы. Привет, Азель. У нас, как видишь, опять рекорды бьются. Аномальные. Молчунов этих традиционных. Это уже не 60, это уже 100. Это определенно рекорды, которых еще никогда не было. Даже в помине. О, мутаген можно повесить. Так, тут все. И осталось последнее интересное место. Вот тут вот. Но туда надо плыть. Поплывем отсюда, значит. Причем ровно 100. Большее, что я видел, было вот 100... 103. О, как раз сейчас 103. Вроде это максимум, что я видел. А он, если голодный, то Пока злой. Ты не удивился, что земля стоит так дешево? Это же, сука, край О, географии. Сукрус. Придержи И этот. язык, гнида. Давно не Ты виделись. говоришь о моей отчизне. Тише! Ты правда думаешь, что это лучшее место, чтобы открыть лавку с импортным алкоголем? Я хотел кузницу. Заткнись, Бакхор. Откуда мне было знать, что они будут жрать только этот свой мед? Потому что это люди с Келлиги, ясен пень. Им вкус похеру, лишь бы нажраться. Едва дракары в заливе не перевернула. По-моему, там упала Скеллиг, звезда. твою мать. Не могу в это. Что же меня дернуло снова вести дела с этой дрянью, а? Эх, поговорить с ним нельзя. Все твоя вина. Вали отсюда! Явина. Не надо ли тебе чего, мастер? Встретили старых знакомых и даже поговорить с ними нельзя. Как так-то? Пощады. А другие говорят, что ударили к слаб мозгами. 104. 109? Сам с собой болтает и мясо не Это да. Вот это да. Вот это конечно. Аномальные аномалии. Сто 11. Если часы просмотров также будут набираться, как и эти типа зрители, рекорды бьются, то сегодня, я не знаю, сегодня где-то 300 часов, что ли, должно быть. Как минимум, учитывая, что на прошлом стриме, где было 60, там почти 200. Или не почти, а 200, или даже чуть больше. То сегодня еще больше должно быть, по идее. Посмотрим, посмотрим. Чем дальше, тем больше. Зато правдоподобно относительно подписчиков. Да, зато теперь не будут мне говорить. А чё у тебя на стриме 0 человек, зато подписчиков столько? В чате, конечно, 0 человек по-прежнему, зато вот число зрителей будет показывать
нормальные уже. Это, конечно, странно. Но хотя бы такого вопроса не будет. Зато вместо этого вопроса другие вопросы будут. С другой стороны. Что-то они все растут и растут. 113. Да, я вот до твоего прихода смотрел на них, и они прям как на дрожжах росли. Сначала 10, потом 30, потом 50, потом 80, уже 100. Что-то мне кажется, если это не остановится, то у нас прям сегодня будут рекорды века какие-то побиты. Аномальные. Молчунов этих. И, кстати, в Steam высветилось теперь, что обмен принят, но с задержкой такой 15 дней. Ну, понятно, какие у меня. Писала 15 дней. Я бы там одно отменил, мне как бы одно только надо было, но там либо отменить сразу 2, и потом 7 дней нельзя обмениться вообще, либо ждать, пока сразу 2 этих не примутся по итогу. Ни одного пухляша достаточно. Но тебе вместо этих 2 пухляшей 2 других дадутся, которые тебе, по идее, тоже 2 не надо. Как и мне 2 пухляша тоже не надо, но как уж получилось, так получилось. Ой-ой-ой-ой-ой, это прям красно, это прям что-то жестко. Пардон, месье Грифон. Пардон. Я попутал чуть-чуть, все, я ретируюсь. До свидания, до свидания. Вы, походу, слишком жесткие для меня пока что. $125. Точно, ты же тоже 2 отправил. Угу. На помощь! Спасите! Спасибо за помощь. В чем дело-то было? Ему не понравилось, что его сестра решила плыть со мной в залив Сирени, вместо того, чтобы служить Фрейе. Житель Скеллиги соблазнил жрицу? Я думал, что... Что? Что мы не делаем таких вещей? Не каждый на островах верит в эти сказки о богах. Но не все готовы с этим примириться. И потом все заканчивается кровной местью. Это несправедливо. Я люблю Ирму, а она любит меня. Когда-нибудь я найду способ устроить так, чтобы мы были вместе. Наверняка есть какой-то пробел в этих жреческих законах. Я отыщу его и укажу жрицам. Тогда они отдадут Ирму мне. Ты много путешествуешь, правда? Если наткнешься на что-нибудь, что может помочь, передай мне. Я хорошо заплачу. Я живу в доме на той стороне вулкана. Посмотрю, что мне удастся сделать. Будь здоров и сторонись разъяренных братьев. Дух свободы. Привет, Леха. Как у вас дела? Все замечательно. У нас вот на ютубе аномальные 128 зрителей. Дела просто великолепны. Тебе за 30 секунд 1 час фармит. О, привет. Было бы у тебя неплохо. Есть что-нибудь для меня? Спасибо за помощь. Но чувствую, сидя здесь, я больше ничего не узнаю. Пора отправиться в большой мир. Может, где-нибудь еще я найду способ отвоевать Ирму.
Удачи. Сколько? 129. И при том, что в чате один Азель. Остальные молчуны. Как всегда. Тут все. Еще я знаю этого товарища, можно еще раз встретить в Новиграде. Как вы добились такого результата? Я ничего не делал, оно само. То ли это сам YouTube мне этих ботов накручивает, если это боты. Но я уверен практически. Или это кто-то это мне делает, не знаю, мне за это благодарить или ругать. Но часы, главное, формятся. Да, это вот точно хорошо. Насчет всего остального не знаю, но вот часы формятся. Значит, это не боты, потому что, как мы читали, Азель, да, у Ютуба есть как раз вот эта фигня, что чтобы ботами не фармить часы, не фармить всякое такое. Так, у меня игра вылетела замечательно. Чтобы не фармить, боты не считаются. Но раз часы считаются у меня, значит это не боты. Может это что-то другое. Все равно такое сомнительное, но что-то другое. Так, битрейт. Раз. Раз. Работает. Может и универсальнее что-то. Может быть что-то такое есть. Я не шарю, я не знаю. Не промышлял таким. Как вам сегодняшняя превьюшка? У нас был стрим, посвященный Трис, сегодня стрим, посвященный типа Йеннифер. Правда, мы вот целый час пока что всякие другие дела делали. На Скеллиге в Новиграде, а до Йеннифер так и не дошли пока что. Но все будет. Все сегодня будет. Стрим идет прямо сейчас или видео? Ну, как видишь, я твое сообщение зачитал, значит, это прямая трансляция. Это стрим. Это не видео. Привет тебе. Харрисон. Все работает, ну да, подлагало чутко. Ну, это из-за вылета, еще там ОБС. Битрейт чуть-чуть скаканул. Блин, мне аж отсюда загрузило. Ладно, сейчас опять с этими будем драться. А превью замечательно. Я старался. Сволочь! Ублюдок! Сволочь! Пьер Моржовый! На помощь! Пьер Моржовый. В чем? Да, это мы уже слышали. Жить. Что ж, это ты много... Посмотри. О, привет! Привет. Спасибо. Привет и пока. Сразу сохраниться. Теперь еще раз пробуем в Новиград найти его. Надеюсь, без вылетов теперь. Харрисон, какими судьбами? В рекомендациях наткнулся? Или ты один из тех молчунов из этих 128? И уже долго сидишь там на фоне, слушаешь или смотришь?
Или ты только зашел? Так, где вот только его искать? Я прям конкретное место не помню. А, наверное, где-то тут. Чуть ошибся местом. Ошибся местом, да. Чуть-чуть я ошибся местом. О, 120 часов за час. Не знаешь, когда откроют Получается. заведение этого чокнутого барда? И вообще откроют его? Ну, я не знаю. Меня всякие выступления не интересуют. Если хочется развлечься, я уж лучше в бордель скажу. А твоя жена? А она нет. Марика предпочитает выступления. Эй, ты же мне 5 должен был. Пятёрку должен был. Опять бандюки. Тебя Куда мускулистые спешишь? бедра. Удали. Боги. Костлявая. Часть груза забрали. Ой, отстаньте. вы. Да, посмотрите, на каждом шагу эти клоуны. В прямом смысле клоуны. У них там даже маски нарисованные всякие. Смешные. Погоди. Вот управимся с А вот и он. и за вас выпили. Что ты здесь делаешь? А, ведьмак. Здравствуй. Я вот на корабль хочу наняться. Больше не надеешься получить Ирму? Надеюсь. Вот и перебрался в Новиград. Понимаешь, тут культура, книги. 141. Ну и жить на что-то надо. Вот потому и корабль. Понимаю. Удачи тебе. Спасибо, взаимно. Ну, мне пора. Бывай, ведьмак. О, кажись, Бывай. я же штаны настал. Так что? Ну, Так. Купи у меня этот хлам. прощай. 156. Так, все. С этими интересностями закончили. Теперь пора браться за задания нормальные. С чего начнем? С каких-то заказов или прям сразу на что-то такое более важное? Йеннифер на Хиндерсвиале или что-то другое? Или Краху? Давайте Краху. Шестая глава Дельтаруна, кстати, через 7 месяцев. Вчера узнал. Анонс был. О, это хорошо. Значит, теперь точно можно ждать без всяких догадок и надежд. Точная дата — это хорошо. Их же никогда не переносили по нескольку раз. Такого же не было для каждой загрузки. Жесткие лаги какие-то начинаются. Мне это не нравится. Ай, плохо стриму? Да, очень плохо. Ужасно просто. «164, а уже 139, уже что-то кто-то разбежался.
Блин, что сегодня с игрой происходит, а? Ё-моё, то ФПС, то, блин, вылеты какие-то начались. Я не могу, блин. Что сегодня за день? Сколько можно? То ли это из-за модов, то ли чё. На прошлых стримах все более-менее нормально было. Ну, там один, может, вылет был, иногда FPS падали, но не прям вот каждая загрузка, каждые пару минут что-то. То другое. $180. 27 февраля 27 года. Почти на мой день рождения. Прям парочку дней разница. Сватайте, идем. Я остаюсь. Сын, я говорила тебе. Мы не будем выглянчивать поддержку. Я и не собираюсь. Я просто хочу поесть и выпить. Хорошо. Но возвращайся наверх, прежде чем зазвонит колокол. Что такое, ведьмак? Мастер Геральт, стражник увидел нас с башни. Меня послали открыть вам ворота. А почему они были закрыты? Это знаменитое гостеприимство жителей Скеллиги? Такова традиция. После пиршества ярлы выберут короля. А значит, двери должны оставаться закрытыми. В крепости могут быть только сыны и дочери Скеллига. Крах сделал для меня исключение? Все знают, что ты сделал для Керрис и Хьялмара. Сегодня ты один из нас. Прошу за мной. Крах ждет. Каждые 15 секунд 1 час. настроение? Уже нет. Прошу за мной. Спокойно. Слишком спокойно. Это как? Знаешь, есть у нас такая поговорка. На добром перу кровь и мед льются одинаково. На большой земле это, наверное, считается варварством. По мне лучше так, чем скучные банкеты и дворцовые интриги. У меня столько же прав, сколько у тебя. Ты должна меня поддерживать, а не отбирать у меня союзников. Если кто из анкрайтов и наденет корону, То это ты? Потому что у тебя борода на роже растет. вот как у тебя вырастет, может, тогда ярлы и тебя послушают. Хочешь получить? Помнишь? Последний раз я тебя победила на кулаках. Да, а может, идем сразимся с вильдкарлами? Интересно, у кого лучше получится? У тебя или у Хьялмара, усмирителя великанов? Хватит выделываться! Керрис! Эй! Пёсья кровь! Нехорошо все вышло. Я знаю. Ты же сам видел. Она ведь такая... Упрямая, упорная, самовлюбленная. Не хочет никого слушать. Точно! Ты прав, Арнвальд. В этом мы с Керрис похожи. Я не вижу Краха. Он с ярлами? Нет, ушел в свои покои. Наверное, готовит тебе обещанную награду. Послушай, ведьмак, а ты не хочешь сразиться на кулаках с вильдкарлами? Размять кости с дороги? Может, позже. Для друзей у нас есть сердце, Ну, а для давай, врагов попробуй топор. со мной. Помни об этом. Вильдкарлы, да? Ну-ну. По мне лучше добрый топор. Тебя от Ага. нашего гнева. 100 000 морских чертей! Рви его!
Я за тобой слежу. Убить великана — это одно. По мне лучше Я у добрый стоматолога вчера был, зубы лечил. Это дело хорошее, это правильно. Совершить такое. Нет, пусть твой топор Имом зовущийся. Ярла Удалерика снедал годами. Но Керис, отважная честь киргизская, вызвала демона на поединок. Спустилась дева в края Моркега, под низкие своды, где демоны рыщут. Ни боли, ни смерти она не боялась. Вызвала Хима из темного логова. В бешенстве он зашипел и набросился, Керес, желая поймать и убить. Но храбрая девушка в сторону прыгнула. Мечом Убить великана — это одно. Но перехитрить если слабая рука его нет. Только избранница богов могла совершить Я такое. там побывал, Уже ни к чему. Если слабая рука его делал. Баба или нет, важно, что он... Наконец-то я могу веселиться. Я поведаю С легким сердцем и чистой совестью. Какой ли ты крепкий, как выглядит. Что такое, видимо? Этот реально дерется. По мне лучше добрый топор. Где Керис? Я за тобой слежу. Меньше слов, больше выпивки. Дело было так. Мы издалека услышали, что черный плывет. Приезжай к нам. Хоть на настоящий пир посмотрим. Помни об этом. Приветствую, Бирна. Пир тебе не по вкусу? Это не пир, а ярмарка. Тут торгуют голосами, словно овечьими шкурами. Сванриги не собирается бороться за поддержку? Сын Брана не будет торговаться за корону, которая ему принадлежит. Из того, что я слышал, короля должно определить голосование. Такова традиция. Но не всякая традиция хороша. Заботу об островах должен взять на себя один род. Как я понимаю, ты имеешь в виду определенный род. Бран был лучшим королем, которого видели острова Скеллиги за много веков. Сванриги – его кровь от крови. А значит, ему должен перейти трон. Что плохого в выборах короля? Походи, послушай и поймешь. Кандидаты уже раздают земли. Обещают привилегии, титулы, судебные решения. Как уличные девки, что задирают платье перед каждым прохожим. Король по выбору не властитель, а должник. Пора с этим покончить. И для начала посадить на трон первородного сына Брана. Надеюсь, ярлы поймут мудрость этого предложения. Она хочет абсолютную монархию на Скеллиге, но это... смешно. Хотеть не вредно. Ага, ага. Ты покидаешь Каэр Трольда? Завтра чуть свет. Приятных развлечений, мастер-ведьмак. Можно? Даже нужно. Заходи. Я ждал тебя. Как тебе пир? Получше, чем эти ваши балы на большой земле. Выпивки так точно больше. А как же? Чего я только не выкатил из погребов. Полуторалетние меды, центрийская сливовица, махакамский спирт, который обжигает глотку, как кипяток. Анкрай, ты знаешь, что такое гостеприимство. Что-то мне подсказывает, что твое гостеприимство не совсем бескорыстно. Ну да, не совсем. На островах поддержку добывают не только мечом, еще и медом и мясом. Если так, за результаты голосования ты можешь быть спокоен. Спокоен я буду завтра, когда кто-то из моих детей наденет корону.
Все-таки приятная музыка у Ведьмака. А то, вообще легендарная, одна из моих любимых. Что в третьей части, что в первой части, она для меня очень приятная. Да даже во второй есть некоторые очень хорошие. Поэтому очень сильно надеюсь, что в четвертой части или в новом DLC все будет на том же уровне. Очень хорошем. Она хотела, чтобы я ради памяти Брана запретил своим детям думать о короне. И поддержал Сванриге. Полагаю, ты на это не согласился. Мало того, я выгнал ее за дверь. Ты не разрываешься между Хьялмаром и Керрис? В смысле, есть ли у меня фаворит? Нет. Они разные, как огонь и вода. Но в обоих течет кровь анкрайтов. Так, между нами. Хьялмар не слишком порывист для короля? Зависит от того, о каком короле ты говоришь. Если про того, что засылает послов, двигает флажки по картам и долго рассчитывает выгоду, то да, он слишком порывист. Но Скеллиги хочет иного властителя. Такого, что утопит Нильфгард в крови, который скорее прыгнет в огонь, чем сдастся. А в этом весь Хьялмар. Если вы продолжите набеги, Имгер окончательно разъярится. Вы можете об этом пожалеть. Мы на Скеллиге не знаем, что такое мир любой ценой. Пока что не знаете. Ну, из Хьялмара лучше, мне кажется, можно сделать какого-то там предводителя в плане главный полководец, там, который ведет войска Дракары, там, в набеги, а королем, там, королевой, которая занимается делами на островах, там, вот этим всем местным, то может быть кто-то другой. Не обязательно прям сразу король, который только воевать будет. А кто будет на островах остальным заниматься, пока король будет плавать туда-сюда? Пока тут на островах всякая фигня может твориться. Ни на что не намекаю. Думаешь, совет ярлов посадит на трон женщину? Спроси ты меня об этом пару месяцев назад, и я бы засмеялся. Но теперь я вижу, и не я один, что у Керрис есть кое-что, что на островах встречается так же редко, как жаркое лето. Терпение. Одни сперва делают, потом думают, а она другая. Подумает, взвесит за и против. Но как начнет действовать, то нет такой силы, чтобы ее удержала. Моментами чем-то на Skyrim отсылает. Ага, тут есть некоторая музыка, которая прям очень похожая, прям в прямом смысле. Не просто отсылает, а прям очень похожая. Такую точно слышал. Я немного отходил и многое пропустил. Пока что нет. Просто чуть-чуть побегали, разговоры некоторые, и все толком. Самое интересное вот сейчас будет. Ты обещал мне награду за помощь твоим детям. И сдержу обещание. Прошу. Эта безделушка в моем роду много поколений. И за то, что ты помог сохранить продолжение рода, я отдаю ее тебе. Прекрасная работа. Спасибо. Это я! Ты слышал? Холера. Должно быть, Хьялмар устроил какую-то свару. Это не Хьялмар. Пойдем. Началось. Берсерки. Вертуха какая.
Вот вам и пир. Дайте тряпку! Нужно остановить кровь! Быстрей! Отец. Отец. Возьми плащ. Держись, сын. Ты выберешься. Как меня акула однажды... Хальбьорн! Он умер. Крах, откуда взялись эти медведи, а? Отвечай! Как ты говоришь с моим отцом? Убери меч, щенок. Не то Крах тоже лишится сына. Ты оскорбил меня, Лугас, а теперь угрожаешь моему сыну. Я тебе этого так не оставлю. Ну так иди. Давай. Я забью тебя, как бешеного пса. Тихо, тихо. Ух уж эти Довольно уже кряхтения там на фоне. Кто-то привел сюда медведей, чтобы они убивали наших сынов и братьев. Мы не сможем вернуть их к жизни. Но мы можем и должны за них отомстить. Этот груз ложится на хозяина и его детей. Найдите виновных, Анкрайты. Найдите и убейте. Иначе ваш род будет проклят до 100-го колена. Зараза. Кто-нибудь видел, откуда эти медведи взялись? Это не важно. Я уже знаю, где искать виновных. Погоди, ты с ума сошел? Ты хочешь зарубить кого-то, прежде чем мы узнаем, что случилось на самом деле? Узнавай себе, что хочешь. А я пока смою позор с нашего рода. Эй, Ярлы тебя уже не слышат. Перестань играть в героя и подумай. Речь идет о нашей чести. Ты меня вообще слушаешь? Кто впустил сюда этих медведей? Ответ на вопрос, кто за этим стоит, находится в этой зале. Ты права, Керис. Я помогу тебе. Спасибо. До встречи. Я вернусь с головами предателей. Я останусь здесь. Кто-то должен всем этим заняться. Позвать знахарей, выдать тела родичам. Волк, спасибо тебе. Так, начинаем включать Ты видел когда-нибудь что-то режим похожее? детектива. Нет, и надеюсь, что не увижу. Откуда взялись эти медведи? Люди смеялись, ели, пили, и вдруг началась резня. Все стены в крови. Наконец-то эти кряхтения закончились. Мы много уже прошли? Да, довольно много. Больше половины по-любому. Почти все скеллиги уже прошли по квестам. Остались в основном сюжетные и там парочка заказов вроде бы. А дальше нас ждет только Каэр Морхен. Еще там такая небольшая локация по исследованию разве что будет. Да и в основном только сюжет останется там. Что-то типа финишной прямой. Возня с Цири, всякое подобное. Ну, еще парочка стримов по-любому будет. Как минимум. Что происходило сразу перед резней? Молодой Лугас поспорил, что выпьет бочку пива залпом. Влез на стол, схватил бочонок пшеничного из цинтры и начал хлобыстать. Кадык ходил у него туда-сюда, как поплавок. Он надулся, покраснел, но пил. Люди стучали кружками и кричали «Лугас! Лугас!». И тогда с другой стороны залы пошло такое рычание, что мы обернулись, как по команде кормчего. А они уже там. Те, что были ближе всех, не успели даже выхватить мечи. Их разорвали на кусочки. Мы отомстим за них, я обещаю. Кто погиб? Дрогадар, Драйк Бонгу, Лугас Синий, Хальбьорн,
Отрик, долго перечислять. Говорят, ты и Лугасу помогал, как мне с Химом. Теперь выживших кандидатов на корону можно пересчитать по пальцам. Ты, Хьялмар, Сванриге. Что ты хочешь этим сказать? Пока ничего. Хватит разговоров. Надо осмотреться. Дай знать, если что-то найдешь. Я поговорю с остальными. Может, кто заметил больше, чем я. Возьми себя в руки, Следы Сина. когтей, Как они зубов, сюда переломы. Трудно сказать, от чего он умер. Сколько ран. Неудивительно, что Хальбьерн истек кровью. Медведь. Это дела богов. Может, они послали на нас кару? Отрик. Что же это? Не говори Лера, глупостей. такой молодой парень. Дрогодар. Скальд свое уже спел. Ну ладно, что у нас тут? Голова медведя, но язык короткий, как у человека. Из пасти несет медом. И чем-то еще. Чем-то землистым. Медведи любят мед, но только свежий. Странно. Что-то под мехом. Татуировка в виде медвежьей лапы. Старый шрам со следами швов. Получеловек, полумедведь. Существо вроде ликантропа. Но сейчас не полнолуние, значит, обращение вызвано не луной. Может, он съел что-то? Или выпил? Мед. С каким-то землистым запахом. Нужно проверить рога и кружки. Молодой Лугас. Медведи застали его врасплох. Он ничего не успел сделать. Все рога пусты. Пока что отойду. Окей. Ты это брось! У каждого стола стояла чаша. В этой был мед. И только мед. Леха, как успехи в Хойке? Настоящий? Или пока никак? Тело так изуродовано, что трудно сказать, кто это. Может, Стэнгрим? Этот землистый запах. Какие-то грибы? Чаша пуста, но запах остался. Он есть где-то еще в этой зале. Сама не знаю. Сама не знает. Есть. Мед, какие-то грибы и человеческая кровь. Керес! Один стражник видел, что случилось. Это были не медведи, а какие-то... Люди, которые обратились в медведей. Ага, берсерки. Берсерки? Так скальды зовут воинов, которые в пылу боя могут превратиться в зверя. Это сказка, легенда. Но все совпадает, правда? Вот только здесь был пир, а не поле боя. Я, кажется, знаю, что вызвало превращение. Мед, который они пили. Понюхай. В мед добавили кровь и что-то еще. Кажется, какие-то грибы, но я их не узнаю. Думаю, нам поможет Хьорд.
Он в растениях лучше всех разбирается. Ну, давай спросим. Все круто. Создал Австро-Венгрию за Венгрию. Потом меня захватила Югославия и Румыния. Ага, то есть не так уже просто захватывать мир, как в Роблоксе. Или просто не повезло. А как же Парагвай, Новая Зеландия, Либерия? Ничего подобного не было со времен Красной Тризны. И даже тогда меньше людей погибло. И ни одного сына Ярла. Если окажется, что это крах, я сверну ему шею. Если окажется, что это крах, мы осудим его, согласно обычаям. Да, а потом я сверну ему шею. Я хочу с вами поговорить. О чем? Ну о чем, Хольгер, о чем? Конечно, не о соленой селедке и не о течении вокруг Спикерога. Не разевай на меня пасть, а то я ее заткну раз и навсегда. Успокойтесь! Вы ведете себя как бешеные псы, а не как ярлы Скеллига. Говори, ведьмак. Кто может стоять за этой резней? Нильфгаард. Им больше всего пользы. Но мы отомстим за наших сынов. Мы выжжем их берега от Назаира до Этолии. Много чудес есть в Нильфгардской армии. Башни на колесах, зериканские наемники на горбатых конях. Но о дрессированных медведях я не слышал. Это крах был, я уже говорил. Это его крепость, он их и пустил. Вы попусту тратите время. Я не знаю, кто предатель, ведьмак. Но я скажу, что это не может быть никто из нас. Все мы близких потеряли. А перед этим я играл за Италию и капитулировал от Эфиопии. Как так-то? Эфиопия, что, к тебе в Рим приплыла? Скорее всего, не повезло. Там нужно разбираться во флоте, а я еще как-то новичок. А в Роблоксе что, там не было флота? Чем, кстати, вообще отличается от той версии, которую ты играл? Прям всем и очень сильно или только в некоторых моментах? Как получилось, что вы все выжили? Что ты хочешь этим сказать, а? Что, может, мы сами это подстроили? Заткни, наконец, глотку. Ты орешь, как Алуша на яйцах. Мы выжили, потому что мы лучшие воины Скеллиги. Ай, да что вы двое понимаете? Если бы не ведьмак, никто живым бы не ушел. Бывайте. Нашли на них чуму. Пусть огонь пожрет их дома. Фрея, мать наша, сделай так, чтобы море поглотило предателей. Фрея, госпожа наша. Я не помешаю тебе в молитвах? Ты уже помешал. В чем дело? В одну бочку с медом добавили крови и чего-то еще. Каких-то трав или грибов. Керрис говорила... Дай рог. Я знаю этот запах. Мардрем. А эти грибы как-то связаны с берсерками? Да, но только в сказках, которыми убаюкивают детей в холодную зимнюю ночь. Воины, которые ели мардрем, должны были в приступе боевой ярости превращаться в зверей. Но, как я сказал, это... Только легенды знаю. Но легче поверить в них, чем в то, что медведи появились из ниоткуда. Керрис не ошиблась. Ты разбираешься в травах. Да, особенно в тех, которые влияют на разум, успокаивают, вызывают сон без сновидений. Удальрик страдал долгие годы. Я пробовал помочь ему разными способами. Сперва молитвой, потом маковым молоком. Но теперь-то оно ему не нужно? Все не так просто, но он понемногу отвыкнет. Мардрем? Не встречал этого названия. На Большой Земле их называют иначе. Веселушки, кажется.
Да, припоминаю. Крестьяне едят их, чтобы притупить боль. Удальрик тоже их пробовал, но только пару раз. Потому что в больших количествах эти грибы вызывают видения, кошмары. Ну да, это последнее, чего Удальрику не хватало. Спасибо за помощь. Кровь и мардриум. Вкус человеческого тела и гриб, который вызывает видение. Это могло вызвать приступ гнева, а возможно и превращение. Может быть. Но я не верю, что мед отравили здесь, в зале, при стольких свидетелях. Ты прав. Я помогала готовить пир, я бы заметила. Возможно, это случилось прежде, чем напитки принесли в зал. Еще в погребах. Пойдем. Может, мы найдем какие-нибудь следы? Roblox-версия это то же самое, что Хойка, но для новичков. И понятный интерфейс. Ясно, понятно. Я-то не видел даже Roblox-версии никогда. Без понятия, чем она там отличается. Если мы быстро не найдем виновного, воины возьмут дело в свои руки. Замок уже гудит, как улей. Думаешь, они открыто нападут на Краха? Или друг на друга. В лучших традициях Скельги. Давно у нас не было настоящей гражданской войны. Поторопитесь. Тороплюсь. Я знала, что что-то случится. Было слишком спокойно. Забавно. Арнвальд тоже так сказал. На добром перу и мед, и кровь должны литься струей. Его пожелание исполнилось. Стоп, что? Лопатка? Ею можно... Что? Вот это да. Поварёшкой можно лупиться. Смешно. Ага. Закрыто, нужен ключ. Интересно. Здравствуй. Ты ведьмак, верно? Очень надеюсь, что Хьялмар сейчас тоже делает что-то полезное, а не просто ищет драки. Спокойно. Он вспыльчив, но не глуп. Яды мы храним на той Капец, тут стороне много всякой погреба, выпивки. внизу. Идем, я покажу. Ой, ну и вонь! Это водка? Махакамский спирт. Кто-то испортил несколько бочек. Хорошо, что у отца сейчас другие печали. Я рядом. Какое облегчение. Угу. Успокоила. Кровь и грибы. Интересно, можно ли узнать, откуда родом эта бочка? Выглядит она так же, как остальные. Что за... Ах, сука. Спирт! Другой выход за бочками. Но они тяжелые, мы их не сдвинем. Я не собираюсь их двигать. Быстро. О боги! Мы едва не сгорели заживо!
Кто-то очень хотел завершить наше расследование побыстрее. Это место силы. Отсюда изливается магия. Когда мы с Ялмаром были маленькими, мы играли здесь. Помню однажды... старые времена. Дай мне только добраться до этого пиромана. Дай подумаю. Они должны были войти там же, где и мы. Может, там остались следы? Возможно. Когда дверь захлопнулась и рванул огонь, ты слышала, как взорвалась бутылка? Нет. Но у меня не такие тонкие чувства, как у ведьмака. Ты, наверное, слышишь, как у меня волосы растут. Я стараюсь не прислушиваться. Но вход и правда стоит осмотреть. Горы лута, просто горы лута. Еще. Кто-то вляпался в разлитый мед. Прекрасные четкие следы, липкие от меда. След обрывается. Поищу другие следы поблизости. Наверное, почувствовал, как одежда порвалась, но слишком спешил. Что это? Обрывок ткани. Нет. Не может быть. Ты о чем? Арнвальд. Только он такое носит. Ты уверена? Я видела его в главной зале со слугами. Пойдем. Смотри! Бери коня, мы догоним его. Арнвальд! Стой, дьявол! Не думаю, что он послушает. Дай мне его только достать. У тебя нет шанса. Еще посмотрим. Быстрей! Быстрей! Давай, плотва! Мы его взяли! Пошла. Говори, почему ты их предал. Или я закончу то, что начал. Анкрайты не должны сидеть на троне Скеллиги. Я знаю вас лучше остальных. Порывистые, безответственные. Скеллиге нужна стабильность. Сильный король. А не такой, которого выберет толпа пьяных ярлов. Интересно. Никогда не слышала от тебя таких речей. Но я знаю, кто об этом только и говорит. Это Бирна Бранд, да? Не умеешь ты врать, Арнвальд. Ей-то это зачем? Как зачем? Она все это устроила, чтобы избавиться от других кандидатов и очернить наш род. Если бы у нее получилось, Сванриги остался бы единственным претендентом на трон Скеллиги. У тебя есть доказательства? Твоего слова против слова Бирны может не хватить. Арнвальд, помоги нам, и я попрошу отца, чтобы он даровал тебе почетную смерть. У меня есть ее письма. Она писала, как отравить мед.
там ни подписи, ни печати. Думаешь, этого будет достаточно? Надеюсь. Ладно, надо поторопиться. Пора созывать ярлов. Я тут, чай тут, еда тут. Все тут, полный комплект. Возможно, я сейчас зайду Я снова. созвал совет ярлов по твоему требованию, Керрис. С другого Ты аккаунта? утверждаешь, будто знаешь, кто стоит за резнёй в Каэр-Трольде. Так говори, кто пролил реки крови сыновей и дочерей Скеллиге? Бирна Бран! Эта девка сошла с ума. Ты думаешь, тебе кто-нибудь поверит? Это ты приказала подать отравленный мед берсеркам. Что? Не я распоряжаюсь слугами в Каэр-Трольде. Пир устроил твой отец. Он приглашал гостей. Это верно. А есть доказательства в подтверждение твоих слов? Лучше. У меня есть свидетель. Арнвальд! Она говорит правду. Это Бирна велела отравить мед. А когда Керрис и ведьмак зашли в подвал... Ты предал нас! Род, который тебя кормил! Люди! Это же слуга Анкрайтов. Он будет говорить, что ему прикажут. Даже если ему придется заплатить за это головой. Верно говоришь. Арнвальд служил в Каэр-Трольде, сколько я себя помню. Как верный пес. Я могу подтвердить слова Керрис. Ты? Еще один Крайтов прислужник? Могу представить, как Керрис склонила тебя на свою сторону. А может, Крах просто заплатил, чтобы ты меня чернил? Что ты сказала? Тихо! После того, что я видел на Спикероге, я верю ведьмаку. Больше, чем тебе. Это твое право. Но это не доказывает моей вины. Есть еще одно доказательство. Вот письмо, в котором Бирна дала Арнвальду указание, как отравить мед. Каждый мог его написать. Здесь нет подписи. Но пергамент пропах твоими духами. Знаешь, у них ужасно сильный запах. До сих пор чувствуется. Это все твои доказательства, девочка? Это должно убедить всех, что я изменница? Не смеши меня. Бирна права, Керрис. Этого недостаточно, чтобы доказать ее вину. Хьялмар тоже не представил ничего, что могло бы обелить имя вашей семьи. Остается одно. Хольгер, Лугас, пора покинуть этот проклятый замок. Нужно решить, какое наказание ждет род Анкрайтов. Вы совершаете большую ошибку. Молчи, бродяга. Стойте. Мама, ты сказала мне уйти перед пиром. Зачем? Сынок, не сейчас. Зачем ты это сделала? Откуда ты знала? Откуда? Молчишь. Вы не поверили Керрис. Вы не поверили ведьмаку. Но сыну, который обвиняет родную мать, вы должны поверить. Эта резня — дело ее рук. Она опозорила себя, меня, весь клан. Чтобы очернить мой клан и посадить сына на трон. Или, может, ты сама хотела нами править? С кровью наших детей на руках. Сванриге, ты мне не веришь? Я не имею к этому отношения. Клянусь. О боги, ты лжешь. Даже родной сын выступил против тебя. Сванриге, я сделала это для тебя. Только для тебя. Значит, ты признаешь свою вину? Как старший из ярлов, я возвращаю доброе имя роду Анкрайтов. А тебя, Бирна, приговариваю к смерти.
Ты будешь прикована к скале. Умрешь от голода и жажды, а твои останки расколеют чайки. Вот так вот. Суд окончен. Вот такой вот поворот. Я знал, что Бирна стремилась к власти, но чтобы пойти на такое... Что теперь будет со Сванриге? Он утратил дом, имя, честь. Его ждет изгнание. Или смерть. Ну да хватит об этом. Еще раз спасибо, Геральт. Еще раз не за что. Оставь уже скромность. В конце концов, ты на земле героев. И пусть этот подарок тебя об этом напоминает. А теперь я еду под Гиденейт на совет ярлов. Пора назвать короля. Как думаешь, на кого падет выбор? Поедешь со мной, сам все увидишь. На нашем совете может присутствовать каждый. Я перед стримом в Дельтарун успел поиграть. Проходил плохой путь. Злой путь, так скажем. Ну, почему бы и нет? Интересно все увидеть, все узнать. Я вот Ведьмака, помню, тоже давным-давно проходил специально на плохую концовку, специально делал плохие выборы, делал из Ведьмака, из Геральта такого мерзавца прям вообще. По плохому пути шел везде. Тоже было интересно посмотреть со всех сторон на игру. Все выборы. Не откажусь. Тем более у меня есть свой фаворит. Было много Я забавного. так и думал. Ну, пойдем. Скоро таки до 200 зрителей дойдем. Посмотрим, посмотрим. Пока 180 где-то максимум был. В этом пределе держимся. Мы вовремя. Наверное, уже начали. Опять YouTube твои сообщения на проверку мне шлет почему-то. Недавно мы вернули морю Брана, но сегодня тризна кончается. Сегодня, по воле богов и кланов, ступит на трон новая королева. Воздадим ей честь. Убить может не нравится Ютубу. Да, походу не нравится, потому что вот это сообщение тоже пришло на проверку. Или он тебя после вчерашнего стрима не взлюбил, позавчерашнего, то есть. Злой путь тоже проходит. Да что ж такое, ликвидировать тоже на проверку. Что началось-то? Все, тебя YouTube не взлюбил определенно. Злой путь тоже подходит, нужно одним персонажем манипулировать и заставить его убивать, а потом и вообще убить его друга его же руками. Жестко. Жестоко, да. Даже по описанию звучит так. Так, новая королева. Первая, между прочим, королева за всю историю Скеллиги. Привет, снова наплыв зрителей? Да, снова наплыв Я знаю, ботов не каких-то. все хотели видеть меня в короне. Сегодня даже рекорд Я сумасшедший благодарю какой-то. всех, кто был за меня. Здесь, Привет, Вега. под священным дубом, клянусь, что буду доброй королевой для всех. Я надеюсь, на Скеллиге воцарятся мир и достаток. И вы поможете мне исполнить эту мечту. Герис! 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 Коронация. Я думала, ты будешь тут.
показала, что у анкрайтов даже бабы достойны трона. Но я тебя победила. Если кому-то суждено меня победить, пусть лучше это будешь ты, чем Плечом к плечу с ведьмаком. Как настроение? Так себе. В конце концов, меня же баба победила. Непростая баба. Это верно. Если уж бабе суждено было меня победить, хорошо, что ей оказалась Керрис. Признайся, ты же гордишься ей? Ну, хоть немного. Ну, немного, конечно, горжусь. В конце концов, мы одной крови. Только ей не говори, а то начнет еще нос задирать. Самое важное, что мы показали этому Лугасу. Видал, как он взъелся? Видал. Неужели это для него такое унижение? Наши кланы — вечные враги. Так уж повелось. Бывай. Поздравляю. Ты будешь хорошей королевой. Благодарю. Меня бы здесь не было, если бы не ты. Ну и какие планы у новой королевы Скеллиги? Слушать, учиться и еще раз слушать. А там посмотрим. Хороший план. Надо объединить кланы. Я бы постаралась избежать войны, но если на нас действительно готовится напасть Нильфгаард, придется дать ему отпор общими силами. Сговориться с людьми из Друманда будет непросто. Я видел Лугаса на коронации, он был взбешен. И это еще мягко сказано. Наши роды всегда были в ссоре. Но я попытаюсь с ним поговорить. Я что-нибудь придумаю. Держу за тебя кулаки. Будь здорова. Вижу, тебя прямо распирает от гордости. Ты не представляешь. Скажи мне, разве какой-нибудь ярл может похвастаться такими детьми? Жаль, только их мать этого не увидит. Керрис будет хорошей королевой. Может, она наконец помирит кланы. Хорошо бы. А если нет, то у нее всегда есть я и Хьялма. Если будет нужда, мы поднимем за нее оружие. Вот и замечательно. Королева и такие помощники. Великий воин. Скажу тебе, Геральт, после того, как вы с Хьялмаром одолели ледяного великана... Капец, как громко. Ты для меня один из нас. Я похож на жителя Скеллиги? У тебя сердце Анкрайта. Твоя дочь — первая женщина на троне Скеллиги. Керрис будет хорошей королевой. Она знает, чего хочет. И чего она хочет? Объединить все кланы Скеллиги. Трудная эта задача, еще никому это не удавалось. Но Керрис девка упрямая. Серьезные планы. Думаешь, у нее получится? У нее есть могущественный союзник. Крах Анкрайт. Есть новости о резне в Каэр-Трольде? Благодаря тебе и Керрис мы знаем, кто за этим стоял. Для меня этого довольно. Ты не пробовал изловить берсерков? Они были лишь орудием. Я предпочитаю отрубить руку, которая сжимает меч, а не портить сталь. Я избавился от Хаммонда. Ты что-то упоминал о награде за его голову. Ты оказал мне большую услугу, и не только мне. Вот, возьми. А я разошлю людей, чтобы объявили, что Хаммонд мертв. 2 опыта. Зукаря ругать не будем, терпимо. Ага, не то, что кое-где. Но потешно достаточно. Я хотел поговорить. Хотел гвинт квестовый. Ты, случайно, не играешь в гвинт? По-быстрому. Мышавур научил меня правилам и дал мне колоду. Хочешь сыграть? Давай по-быстрому. Да, вот даже Геральт говорит, давай по-быстрому. Раз-раз и все.
Куча всякой фигни, конечно, тут чудовище мне покажут. Ладно, пока сыграю на чем-то другом. А гвинт сюжетно для чего? Ведьмак по приколу играет или это что-то обоснованное? Сюжетный гвинт это просто ради самых крутых карт. Потому что в продаже там или в игре с обычными торговцами ты выигрываешь просто всякие такие обычные карты, скажем так. А вот как раз в сюжетных боях, которые по идее более сложные, хотя не прям они сюжетные, в плане том, что на них квест есть с этими персонажами, сыграть с важными персонажами. И карты тут более крутые можно выиграть. Вот разве что только из-за этого. Ух ты, против нас Скеллиги. Между прочим, и лидер Керрис. Пассивный эффект, способности, которые возвращают юнита на поле боя, восстанавливает случайно выбранного юнита. Такого в оригинале точно не было. А вот и Бирна. Было бы больше смысла, если бы они на деньги еще играли. Ну там был у нас квестовый турнир в Новиграде, вот там мы на деньги прям играли. А в остальном тут с теми же торговцами там всего на 10 монет можно ставку сделать. А в квестовых вот этих вот, как сейчас, тут, по-моему, вообще без денег. Только карты. И все. В награду. Там говорили, что в новом DLC будет что-то еще связанное с гвинтом. Не знаю, может просто пару карт новых добавят, а может что-то прям переделают основательно. Будет интересно глянуть. Ялмаран Крайт. Оу. А ты мастер. Знаешь что, у меня тут есть такая редкая карта.
Возьми ее, она тебе больше пригодится. Спасибо. Пожалуй, Возьму, тебе возьму. будет интересно сразиться с одним человеком в Каэр-Тролле. Он обычный портной, но противник достойный. Его зовут Сьюста. Драук. Архипризрак. Так, эти больше ничего не скажут. Выпей за мое здоровье, Геральт. Я хотел... С тобой все. До свидания. До свидания. Хорошо вышло. Это ее указала богиня. Больше ни с кем не поговорить. Избавитель наш, да пошел наша слава добыча за их сотрудничество. Лучший похват и милости для новых. Просто там. Выслушайте нас, о добрая Фрейя, великий Херн и доблестный Хеймдаль. Выслушайте нас, боги этой земли. Благословите короля. Наполните правление расцветет наш край изобилия, а морские глубины пусть поглотят корабли наших врагов. Понятно, опять вроде можно поговорить, а вроде нельзя. Если я перезагружусь, или лучше вот так, то был кузнец такой, с которым надо было поговорить, но почему-то нельзя было. Может, этот такой же после перезапуска заработает. Капец, эти трубы там гудят громко, сам себя не слышу. Добро пожаловать Во. в священную рощу. Заработало. Я ищу мастера алхимии. Значит, ищи Гремиста. О растениях и их свойствах никто больше него не знает. И где он? Здесь, в роще. Он в гроте живет. Только Гремист, он немного странный и давно не берет учеников. Покажи мне свои товары. Опа. Опа, вот это я беру. 5000. Это мне по-любому пригодится в будущем. И очень много, может быть, даже. Пусть лучше будет запас. Так, и сейчас, думаю, пора уже наконец-то идти к Йеннифер, а то мы что-то 2,5 часа уже как задержались. Прощай. Ведьмак! Эй, подойди сюда. Ты звал меня? Ага. К счастью, мать природа не обделила меня голосом. Не то что других. Видишь ли, один из нас, Эгель, вдруг онемел. Ни заклятия не помогают, ни эликсиры. Но, говорят, голос могут вернуть сильные чувства, переживания. Так что я подумал, может быть, ты... Я, конечно, заплачу. Дам тебе отличнейшую карту для Гвинта. Карту для Гвинта? Я согласен. Можно попробовать, но я даже не знаю, с чего начать. Мне его что, напугать? Вот. Да. Именно. Напугать. Разозлить. Что хочешь, только не причини ему вреда. Эгель обычно крутится у священного дуба. Бедняга, наверное, возносит молитвы о своем выздоровлении. Шоковая терапия. Я в игре своей первую локацию примерно на 80% сделал, наверное, только к половине месяца ее полностью доделаю такими темпами. Да, присоединяюсь к словам Лёхи. Удачи тебе, естественно.
И в этой локации, и в целом в игре, в твоих делах. Слава твоя не умрет никогда. Так, где-то тут телепорт должен быть, я помню. Возле этого дуба. Хочу его сразу открыть. Хорошо вышло. Теперь планы объединятся. И будет мир. Жизнь спокойно. Так где он? А, во, все. Открыли. Так, это шоковая терапия, насколько я помню, довольно короткая, поэтому Она может наделать много шума. быстро с ним Если в нее как разберемся. И следует Генифер. грохнуть, когда он пойдет спать. Пойдем. Забавный квест. Вы что себе позволяете? Ты и есть тот самый молчащий друид? Ну да, глупый вопрос. Какими способами тебя пытались лечить? Тебе давали какие-нибудь эликсиры, травы? Мало того, что немой, он еще и глухой. Когда ты потерял голос, можешь показать на пальцах? Понятно. Очень приятно с тобой общаться. Угу. Вижу, мы не договоримся. Прощай. Разговорами тут, кажется, не поможешь. Может, если я погашу ему огонь, он что-нибудь скажет. Два из трех. Зато музыку еще одну пишу. Тоже такой яркой мелодии. Я уже знаю, что название будет связано с магазином. Магазин? Так, 3 из 3. Отцепись от меня уже, ты! О, нет. Я... О, нет. 3 года ни слова, ни единого писка. До сегодня. Я нарушил обет. Ты доволен? Прости, меня обманули. Я думал, что... Слова сочувствия. Исчезни с глаз моих, баран! Так. Осталось и пойти сдать задание. Только сейчас, секунду, я отойду на какое-то время. Тут надо отвлечься. Позитивно, да. Позитивность на максимуме. Сейчас вернусь.
Все, я тут, я вернулся, продолжаем. Привет, меня зовут Илья. Привет. Мне кажется, ты уже заходил с таким приветствием, и мы знакомились с тобой даже. Я отсюда слышал, как он вопил! Отличная работа, ведьмак. А вот награда, как я и обещал. Не люблю, когда из меня делают дурака. Запомни это. А то в следующий раз онемеешь по-настоящему. Как тебя зовут? Я уже тебе говорил. Мы уже знакомились. О, Йорвита дал. Вот это крутая карта, это да. И еще один квест. Гремис, ты не становишься моложе. Ты должен передать свое знание. Должен лосось на нерест идти, а я буду делать, что хочу. Оставь меня в покое. Да? В чем дело? Дима, все правильно. Кто был тот миленький старичок, с которым ты говорил? Миленький старичок. Это Гремист. Он из нашего круга. Выдающийся алхимик и упертый зловредный осел. Что ж, я достаточно провел времени с чародейками, чтобы понять, что большая ученость обычно сопровождается еще большим высокомерием. Но чародейки-то берут учениц, а Гремист нет. Он столько формул знает, рецептов, способов усваивать самые убийственные токсины. Но скорее заберет знания в могилу, чем ими поделится. Почему он так упорно не хочет брать учеников? А мне откуда знать? Потому что он упрямый зловредный осел? Плод будры, лист буквицы, растереть с пыльцой из сопа. Нет, не соп. Купена. Да, купена. Или белина. 2 щепотки. Я хочу с тобой поговорить. А я нет. Ты мне мешаешь. Так, я не понял. Что произошло с шорт-стримом? Какого фига он отменился и выключился? Что произошло? Это пока я отходил, что-то опять поломалось или какого фига? Главное, основной стрим идет, а шорт-стрим все. Капут. Какого фига? Без шорт-стрима, что ли, сегодня? Ай. Ненавижу такие, блин, технические хреновины. 1,5 часа всего он. Всего 1,5 часа? А стрим уже почти 3 идет. Так он уже давно поломался. Видать, где-то в тот момент, когда был этот вылет и битрейт падал, видать, тогда он вырубился. Ну, блин. Обидно. Это в теории могло быть куча рекомендаций всяких, куча актива на шорт-стриме. Ну вот. Спасибо, ОБС, скотина. Да ё-моё, опять вылет. Блин, как меня сегодня эта игра бесит. То ФПСы, блин, выделываются, то, блин, вылеты каждые пару минут. То ОБС что-то выделывается. Что сегодня за день какой-то дебильный? Да, то 150 зрителей. Да, хоть что-то утешает.
Еще и отсюда сохранение опять. Слава твоя. Или... Да. Где был этот второй квест, блин? Гремис, ты не становишься моложе. Ты должен передать свое знание. Должен лосось на нерест идти, а я буду делать, что хочу. Оставь меня в покое. Пудры, лист. Да. Это что? Ночь. Почему? Да, Купена. Или я хочу с тобой поговорить. А я нет. Ты мне мешаешь. Приятный ты человек. Ничего подобного. Я стал друидом, чтобы не общаться с людьми. Не улыбаться, если не хочется. Не притворяться, что я кому-то сочувствую, если его беды волнуют меня так же, как еловые шишки. Поэтому говорю тебе без обиняков. Исчезни с глаз моих. А то как бы твои глаза не исчезли. Я хочу, чтобы ты поделился со мной познаниями в алхимии. Значит, ты собрался стать моим учеником. Вот это здорово. Может, еще спросишь у Дальрика, не поделится ли он с тобой землями Спикерога? Я серьезно. Правда? А я вот посмеялся. Я посвятил алхимии всю жизнь, сынок. Буквально. Сидел над ретортами с утра до ночи. Задыхался от испарений, обжигал кожу кислотой. Так что если ты думаешь, что я просто так отдам тебе знания, которые вырвал у природы за годы трудов, то ты ошибаешься. Глубоко ошибаешься. Могу я тебя как-нибудь убедить? О боги, ты назойлив как овод перед бурей. Я как раз готовлюсь к одному весьма трудному ритуалу, так что помощь бы мне пригодилась. Хоть бы и твоя. Если выполнишь 3 моих поручения, я возьму тебя в ученики. Ну вот, значит, все-таки можно. Не умничай, а слушай. Во-первых, принеси цветок курослепа из лесов Марскогена. Во-вторых, раздобудь мне бутылку спирта из старой винокурни на Градовой горе. И в-третьих, убеди Фритьефа помочь мне провести этот обряд. Он друид, как и я. Ты найдешь его под Бландера. Кажется, он поехал туда по каким-то делам. Ну, так как? Этот Фритьев, кто он такой? Ведермакер. Ты же не знаешь, что это значит, правда? Я еще обещал взять тебя в ученики. Ведермакер — это друид, который умеет влиять на погоду. Может унять шторм, вызвать град, сделать так, чтобы врага испепелила молния. Поэтому советую тебе по-хорошему. Обращайся к нему с уважением. Спирт? Зачем тебе спирт? Как ты наверняка знаешь, мой потенциальный ученик, алкоголь является основой для эликсиров. И чем выше качество алкоголя, тем лучше эликсир. Этот спирт, ему просто нет равных. Это крепость, аромат. Только теперь его не достать. Винокурня на Градовой горе пришла в запустение. Но ты ведь что-нибудь придумаешь, правда? Ты же так уверен в себе. Цветок курослепа? У него нет никаких алхимических свойств, кроме... Не учи отца детей делать.
И нужен мне, кстати, не какой-нибудь цветок, а тот самый из Морскогена. А там, если верить слухам, обитает лесное чудище, которое ревностно стережет свои травы. Лесное создание, которое ревностно стережет свои секреты. Что-то мне это напоминает. Хорошо, я сделаю все, о чем ты просишь, но скажи, что за ритуал ты собираешься провести? Если хочешь стать моим учеником, отучись задавать вопросы. Я буду решать, что ты узнаешь и когда. А теперь иди. Одна нога здесь, другая там. Пока я не передумал. Ага, это я помню, это тут довольно долго придется бегать туда-сюда, поэтому давайте пока что мы этот квест отложим чуть-чуть на потом. Может быть на следующий стрим, а может быть просто где-то под конец сегодняшнего. И наконец-то пойдем уже к Йеннифер, а то я уже реально затянул. Откладывать и все другое делать. Уже 3 часа почти стримим. А стрим вообще был посвящен изначально Йеннифер. Вообще-то. Поэтому потопали уже сюда наконец-то. Доделаем там квесты все с ней. Потом, если еще останется что-то по времени, то может и этот квест доделаем. Давай, плотва. Что там творилось в крепости Крах? Что-то вы плохо выглядите. Спасибо тебе, ведьмак. А топором умеешь махать, а? Мой дом сегодняшнего дня. Мой дом.
Бродяга! Воздух на большой земле, видать, людям не на Дядюшка говоря, в этом проклятом лесе. Большой земли, голову как кожа. А у тебя только глаза пошли. Я-то издалека таких, как ты, узнаю. Ай! Слышал я, жена у него захворала. А это кара за то, что он на Модерн Фрею богохульствовал. Оставь меня в покое. Это не для моего ума. Хорошо. Голос у тебя седой, а на друида не похож. Чтоб нам сил. Приветствую, незнакомец. Я пока на фоне, все равно мой просмотр не сильно меньше часов сделает. Ладно. Позволь мне взглянуть на твои мечи. Будь здоров. Сталь уж шипит, искры летят, руны отцов. Стоит, ждет нас. Уже, наверное, устала ждать, пока мы там такие дела делали уже несколько часов, пока до нее собирались идти. Здравствуй, Ян. Наконец-то. Я уже мерзнуть начала. Тысячи извинений. Ну, как говорится, самое приятное иногда хочется откладывать напоследок, потому что пока все это тянется, пока откладывается, то все становится все сильнее и сильнее. Хочется до этого дойти, как говорится. Типа того. Надо было теплее одеваться. У меня были кое-какие дела. Интересно, это
Действительно, диалог поменялся из-за того, что я долго к ней шел, или... Если бы я сразу к ней пришел, то у нее что-то другое было бы. Надо было теплее одеваться. Угу. Еще скажи, чтобы я на холодном не сидела. Ну, идем? Пошли. Я была на Хиндарсфьяле довольно давно. Но если я правильно помню, Лафотен где-то там. Разоренные хаты, свежие могилы. Похоже, мы на месте. Какое-то собрание. Мы здесь не вовремя. Разговоры о дикой охоте всегда не вовремя. Вид, Ханна, они едва бриться-то начали. А что, вот если уже Трус говорит лежат на правду? земле. Если он нас А не я оставил, живой. просто... И ничего ты со мной Хватит, не сделал. я не буду о нем говорить. Он Может, был мне как названным в звездах братом. было писано. Мы на одном дракаре сидели плечом к плечу, вместе черных лупили. Но когда на нас напали, он сбежал. Бросил мать, сестру, нас всех. Почил во славе. Яль, сын Олафа. Почил во славе. Курганы наших близких заросли травой, но память о них жива. Мы предаем их богине. Какой-то ритуал. Придется подождать. Вот уж нет. Сестры, простите, что я вас прерываю, но у нас к вам дело. Видишь же, здесь поминают умерших. А мы ищем того, кто еще может быть жив. Пожалуйста, это срочно. Тогда говорите. Говорят, эту деревню уничтожила дикая охота. И это правда. Хотя нам немногие верят. Вы, наверное, тоже не верите. Вы видели всадников на конях-скелетах? В заиндевевших доспехах? Да, именно так. Они подошли к берегу в ладье из ногтей мертвецов. Как в легендах. Лейв заорал, чтобы уводили детей. Тогда они вошли. Они рассекли ему лицо. Он пытался что-то сказать, но кровь. Вы хотели о ком-то спрашивать, а не рано бередить. Хватит! Что случилось потом? Продолжай. Я выбежала, чтобы позвать на помощь. Затащить Лейфа, но столько тел. Йоли, Ингвар, маленький Нейки. Куда уехали всадники? К морю, по пустоши. На конях из костей. Из костей и льда. И... Хватит! Излагайте свое дело. Сейчас же. Мы ищем девушку по имени Цири. Серые волосы, зеленые глаза. Нет ее здесь. Разве что в могиле. То есть я такой не припомню, но я столько тел похоронила. Могла и забыть. Это Цири. У нее был шрам? Вот здесь, на щеке. Да, да. Что с ней стало? Не знаю. Я видела ее всего миг. За миг до всего этого. Она была на конюшне с трусом. Будь он трижды проклят. Ты запомнила еще что-нибудь, хоть что-то? Она выглядела усталой. Очень усталой. И волосы у нее были мокрые. Теперь мы знаем, что она мыла голову. Превосходно. Мне очень жаль. Трус. Прости, трус. Трус сказал бы вам больше. Этот трус. Имя у него есть? Было. Пока Тинг не вычеркнул его из саги предков. Он как бы исчез. Закон запрещает прикасаться к нему, разговаривать с ним, даже имя его произносить. Что он такого сделал? Сбежал от дикой охоты. Он один. Нам придется поговорить с трусом, даже если это противоречит вашим обычаям. Вы опоздали. Он ушел в рощу.
сражаться с Моркваргом. Трус, который рвется в бой. Только я вижу здесь противоречия. В этом все и дело. Убив Моркварга, трус доказал бы, что старейшины ошиблись. Вернул бы себе честь и имя. Интересная процедура апелляции. Очень в духе Скеллиги. Я не смеюсь над вашими законами и прошу от вас того же. Этот Моркварг, это получеловек-полуволк? Да, Он никого больше не тронет, я убил его. я знаю. Но трус ушел туда раньше. И его до сих пор нет. Я его не встретил. Ничего хорошего это не предвещает. Не знаю, стоит ли туда возвращаться. Даже если он умер, у его тела мы сможем найти какие-нибудь зацепки. Надеюсь. Спасибо за помощь. Вы собираетесь в рощу? Не люблю, когда туда входят чужие. Ну да ладно. Обычай велит, чтобы паломники принесли под деревом жертву собственной кровью. Трус наверняка поступил так же. Разве что у него не было не только мужества, но и уважения к Фрейе. О, за нас не беспокойтесь. Мы с Геральтом всегда чтили богов. Сразу видно, он не молиться приплыл. Убийца. Ты не рассказывал о героической битве с Моркваргом. Ты меня знаешь. Я не люблю говорить дома о работе. Угу. Ты вообще дом не любишь. Этот волк Саму вообще не в мысль тему о нем. тут выбежал. Ты помнишь, как я просила, чтобы ты перебрался ради меня в Венгерберг? Вот мы тогда подцапались. Да, были времена. Стены, поросшие плющом, заброшенная роща. Жаль, мы не попали сюда при других обстоятельствах. Так с чего мы начнем? Пойдем к дереву, о котором говорили жрицы. Собрался пустить себе кровь для богини? Это не обязательно. Но трус наверняка так поступил. И он мог оставить какие-нибудь следы. Трус здесь был. Смотри, видишь отпечаток? Здесь он припал на одно колено и принес жертву богине. Здесь следы крови. Видишь? Нет. Я, конечно, нечеловечески красива, только нечеловеческого зрения, как у тебя, у меня нет. Поэтому вниз тебе лучше не спускаться. Выследить его ты не сможешь, поэтому не вижу смысла тебе туда соваться. Верно. Кроме того, я убьюсь лазить по грязи на таких каблуках. Я думал, ты будешь возражать. Я? Что ты? Я удивительно кроткая особа. Йен, посмотри мне в глаза. Ты что-то придумала? Ну, конечно. Как завоевать корону Тимерии и взять Каэр Морхен в ипотечный кредит? Ну, иди уже. А она хороша. Понятно. Тут опять везде закрыто. Идем искать старые пути. Так, может быть, тут получится. Корни. Йен сейчас надо мной. Эй, слышишь меня? Геральт, ты меня напугал. Прости, я не хотел. Надеюсь. Когда найдешь труса, сразу скажи. Кровь труса. Зараза. Он мертв. И довольно давно. Йен, я нашел его!
И что? Даже гнильцы бывают в лучшем состоянии. Чтоб тебя. Хорошо, собирай, что сможешь, и поднимайся наверх. Надо полагать, у тебя есть план. Нет, обожаю смотреть на гниющее мясо. Поговорим наверху, ладно? Иэн, очаровательно, как всегда. Ну, пойдем, кое-кто хочет с тобой познакомиться. Процесс гниения зашел далеко. Но голосовые связки целы. Может, мы что-нибудь из него и вытянем? Он не слишком разговорчив. Разговорить можно каждого, даже мертвого. Надо только знать как. Я думал, некромантия запрещена. Как и секс до свадьбы. Не забивай голову глупостями. Черная магия – дело серьезное. Наложение таких заклинаний никогда хорошо не кончается. Никогда. Мне это тоже не нравится, уверяю тебя. Но то, что Цири в опасности, не нравится мне еще больше. Я понимаю. Но это не дает нам права. Геральт, прошу тебя, у нас нет времени спорить о морали. Тебе нужны какие-нибудь ингредиенты для заклинания? Угу. Кровь новорожденного, язык девственницы и печень трески. Если серьезно. Если серьезно, нет. Я чародейка, а не деревенская травница. Мне нужна только энергия. Много энергии. Хорошо, что мы оказались вместе, насыщенном магией. Которое люди считают священным. Жрицы будут в бешенстве, если ты используешь силу рощи для оживления трупа. Геральт, ты начинаешь действовать мне на нервы. Я предлагаю выход, а ты занудствуешь. Я не занудствую, я просто думаю о последствиях. Ты о них задумывалась? Нет. Геральт, я говорю тебе в который раз. У нас нет времени. У Цири нет времени. Ясно. Хорошо. Ты бурчи, а я разберусь с остальным. Бурчун. Хелайн, Хелайн, Дифраен. Хелайн, Хелайн, Давидар. Ты трус из Лафотена. Мы ищем Цири. Серые волосы, зеленые глаза. Что с ней стало? Из-за нее меня прокляли. Меня это не интересует. Что с ней стало? Что она тут делала? Говори! Нет! Говори! Говори! В море была
смотришь? Помоги! Нам обоим. Цири, ласточка, ты слышишь меня? Слышу. Сейчас я должен тебя оставить. Мы встретимся под скалой утопленников. Запомнишь? Угу. Повтори. Скала утопленников. О, проснулась. Я уж думал, что... Где я? И кто ты такой? Спокойно. Ты в Лафотане, на Хиндерсфьяле. А меня зовут Скьяль. Но как я... Откуда? Мы выловили тебя из моря. Я и этот твой друг. И сколько я так пролежала? Без малого день. Принесли мы тебя утром, а теперь уж дело к вечеру идет. Холера. Долго. Видно, столько тебе нужно было, чтобы прийти в себя. Много тебе пришлось пережить. Ты вся в свежих шрамах. Да. Я через многое прошла. Я думал, что женщины с большой земли не воюют. Иногда у них нет выбора. А где он? Мой друг. Ушел недавно. Сказал, найдет лодку. А почему он в маске? У него что-то с лицом? Нет, он просто не любит его показывать. Помоги. Помоги мне встать. Может, не стоит? Не выдумывай. Просто дай мне руку. А, вот это мой братик. Стоит его упустить из виду, а он уже тянет к девушке лапы. Астрид, вот глупая. Ты же видишь, я ей встать помогаю. Очень жаль, но придется прервать ваше свидание. Идем, пошли в баню. Куда? Чего рот раскрыла? Хочешь, чтобы угорь залез? В баню, говорю. Девушка, ты вся синяя была и холодная, когда тебя сюда принесли. Тебя надо хорошенько прогреть. Нет, правда не нужно. Я уже хорошо себя чувствую. Эй! Все в порядке? Ты на ногах не держишься. И ничего удивительного. Мышцы у тебя еще окоченевшие. Но не бойся, мы с мамой тобой займемся. Боюсь, мне надо идти к скале утопленников. И как можно скорее. Мы тебя силой не держим, но до скалы далеко, а ты едва ходишь. Ты лучше лошадь возьми. Вот именно. Скьяль приготовит лошадей. Посиди тут минутку. Все равно ты будешь на месте быстрее, чем пешком. Хорошо. Большое вам спасибо. Да что там, не за что. Ну пойдем, тебе надо пропотеть. А моя одежда? Я все уже занесла. Идем. А этот в маске. Он должно быть издалека? О да. Очень. А откуда? Какая ты любопытная. Ну что ты удивляешься? Я всю жизнь сижу на выселках. Хотела бы я путешествовать, как ты. Как я? Как я ты бы не хотела, поверь. Локоть прямо держи, а то стрела соскочит. Знаю, только у меня уже рука болит. Хорошо, значит мышцы работают. И следи за тетивой, чтобы по носу не тюкнуло. Отец, я знаю. Видела, как Снори разоделся? Весь искрится от золота, хоть глаза закрывай. Говорят, он собрался просить руки Йорун. Руку она ему, может, и даст, но ничего больше.
Все знают, она в Хрокра влюблена. Так ведь и Снори не для Йорун прихорашивается, а для ее отца. А тому от зятя только богатство и надо. Добро. Залезай и раздевайся. Догола? Ну, вроде как. Пойдем, а то я уж мурашками покрылась. Вот и вы, наконец. Я уже волноваться начала. Ой, мама, вечно ты волнуешься. Все в порядке. Что, нет? Да, вроде да. Ну, хорошо, хорошо. Что у тебя там, деточка, на бедре? Синяк? Это... нет, татуировка. И правда. Красная роза. Она что-то значит? Сколько зрителей? Привет, Игорь. 130. А было 180 в максимуме. 180 с чем-то даже. Рекорды побиты прям... Ого, как. Это вам уже не 60, не 50. Это уже 180, это прям мега было неожиданно. Это память о близком человеке. Я прямо так и вижу. Ты обещала сердце прекрасному юноше. Он дал тебе красную розу и ушел в набег, но его поглотило жестокое море. Почти. Эх, скажу отцу, чтобы он перестал привозить тебе из набегов все эти слезливые книжонки. Ну, мы тут лялякаем, а пар уходит. Надо на уголь плеснуть. Слушай, а там, где ты живешь, у вас тоже бани есть? Ага, понятно, из-за чего такой актив. Не, это не из-за этого. Этот актив уже почти с начала стрима. Поднимался, сначала 10, потом 30, потом 50 и пошло-поехало. Вплоть до 180, но потом вот, как мы видим сейчас, пошел небольшой спад, уже 130, на 50 меньше. Но все по классике, по-прежнему такие же молчуны. В чате был один Азель в основном, зато 180 народу. Все как всегда. Аномальные молчуны. Ты знаешь, у меня нет дома. Я путешествую. Точно. Ты же плыла на корабле, да? На корабле? Ну, тебя ведь из моря выловили. Корабль разбился, да? Да, на корабле. Точно. Из Новиграда. И что тебя привело на Скеллиге? Скажем, я кое-кого ищу. Надеюсь, что не возлюбленного. Почему? Ты разбила бы Скиэлю сердце. Втрескался в тебя по уши. Весь день сидел у постели и таращился на тебя, как на картинку. Астрид! Он же просил, чтобы ты не говорила. Ой, ну раз уж молоко разлили, чего тут? Скиэль тебе нравится, а? Ой. Ну, он довольно милый. Ого, все так плохо. Астрид, оставь ее в покое. Кто ей там нравится, дело ее. Тебе-то что? Послушайте, с вами очень приятно сидеть, но мне надо ехать. Понимаю тебя. Кому охота оставаться в этой дыре? Каждый с каждым в родстве, все воняют рыбой. Ты-то должна быть ни с кем не в родстве. А то другой такой язвы в Лафотане нету.
Посиди уже спокойно, деточка. Скяль, наверное, приготовил лошадей. Но прежде чем ты к нему пойдешь, окунись на минутку в воду. Тебе на пользу пойдет. В общем, почему бы и нет? За этой дверью выход на причал. Только осторожней, там скользко. Спасибо вам еще раз. Еще раз говорю, не за что. Вроде Счастливого неплохой пути. шрифт подобрал для игры. А что ты написал в предыдущем своем сообщении? Я думал, ты сейчас исправишь, что ты там хотел написать, но... А, привет. Холодно. Игры, понятно, понятно. Выпить чарку огненной воды. Ого. Это не я, это задание такое. Чтобы ХП восстановить. Так называемая раскладка. Привет вашему отцу. Пойду матери скажу, чтобы белье сняла, а то буря идет. А ты поупражняйся. Хорошо. Как пальцы устанут, возьми тетиву. Не надо. Не устану. Интересно, сколько часов на стрим. За стрим нафармим. Надеюсь, мы должны по логике превзойти тот самый стрим. Часов 300, да, где-то приблизительно по идее должно быть. Раз уж там, где было 60, было 100 с чем-то, ну тут где-то 300 должно быть. И ты, старый. Чем больше, тем лучше. О, а вот и ты. Лошади уже готовы. Я тоже. Поехали? Послушай, надеюсь, моя сестра не наболтала тебе никаких глупостей. Только то, что я тебе понравилась. Что? Я же просил. Я не... Ну, ты, конечно, действительно очень... Но... знаешь что, поехали. А то сейчас стемнеет, а ты спешишь. Я не так сильно спешу. Ты первый раз целуешься? Конечно, нет. Да. Первый. У нас мало времени, но я успею тебя кое-чему научить. Спасайтесь! Стой здесь! Я сумею о себе позаботиться. На самом интересном. Просто заспамили. Валим.
Что? Что это было? Дикая охота. Рагнарёк! Конец света! Нет. Еще нет. Но мне надо бежать. Они меня ищут. Давай в седло. Я покажу тебе дорогу к скале. Останься. Присмотри за Астрид и мамой. Потом. Сперва увижу, что ты добралась до места. Пошла! С каждым стримом все популярнее у ботов. Да, представляешь, что на финале будет тогда? Такими темпами. Если у нас реально прирост будет каждый стрим. Что, до 1000 какой-то дойдет? Быстрей! Быстрей, догоняют! Вот так вот кто-то зайдет на стрим и офигеет. В чате тишина, а столько зрителей. Как так-то? Как такое может быть? Подумает. Я уже сегодня подобное, наверное, было у кого-то. Видишь тропинку? Она ведет к скале. А ты? Я отвлеку погоню. Я вернусь за Валахом. Езжай! Вместе мы... Может, у кого-то просто 200 аккаунтов и 200 ноутбуков, фармить или 200 телефонов. Что стало с этим существом? Ну, есть такая вероятность. Хватит! Война! Говори, что? Я видел его у донора, но он продал его. Кому? Не знаю. Изыди. Скажи все, как было. Очисти мое имя. Изыди, говорю. Ян, ты хорошо себя чувствуешь? Да, порядок. Это заклинание. Представь, что ты набираешь полный рот живых червей. Или окунаешься в гной. Ощущение примерно то же. Что стало с рощей? Она умерла. Как я и говорила,
Заклинание требует много энергии. Ты знала, что этим кончится, но не собиралась говорить. Не собиралась. Я знала, что ты будешь против. Твое чувство такта очаровательно. Но иногда оно лишнее. Ты могла бы проявить немного сочувствия к этому парню. Он... Это не парень, Геральт, а кусок гнилого вонючего мяса, которое заговорило благодаря моей магии. И не только говорила, оно даже выло от боли. Я знаю, он казался настоящим. Но это уже не человек, понимаешь? Геральт, я знаю, что нам есть о чем поговорить. Но не здесь, хорошо? Я не хочу оставаться здесь ни минуты. Роща! Наша роща! Как вы могли? Мы помогли вам, а вы? Это неслыханно! Успокойтесь. Не пытайтесь меня успокаивать. Я очень зла, и у меня на это полное право. А вы еще заплатите. У нас не было выбора. Иначе мы не узнали бы, что стало с нашей... Думаете, это вас оправдывает? Что ради одной чужой женщины вы можете уничтожить нашу рощу? В ваших глазах, конечно, нет. От этой женщины весь мир зависит, а не только ваша роща, блин. Подожди. Это сделала я. Я одна. Геральт пытался меня удержать, но я не послушалась. Этого следовало ожидать. Меня предупреждали, что ты... чародейки. Никто тебе дверь не откроет. Никто тебе еды не подаст. Никто твоих ран не перевяжет. Йен, ты не должна была это делать. Нет, но я хотела. Я не хочу больше об этом говорить. Надо думать о том, что мы вытянули из Скьялля. Мы узнали немного. Но теперь мы уверены, что Цири на Скеллиге нет. Ни в Велине, ни в Новиграде. Она снова куда-то пропала. Может, если мы упорядочим сведения, которые нам удалось собрать, это продвинет поиски? Хорошо бы. Во что же она ввязалась? Не знаю. Но мы вытащим ее из этой истории. Живой и здоровой. Я клянусь тебе. Мне кажется, ключ к поискам Цири — этот уродец, которого Скьяль видел на берегу. Видишь ли, я встретил что-то или кого-то, кто выглядит точно так же. Где? В Велине. В замке. Там до недавнего времени правил один барон, а теперь его правая рука. Сержант Ардаль. Вернись и забери его. Не знаю, выкупи, укради. Самое скверное, на уродце лежит какое-то проклятие, которое лишило его разума. С ним очень сложно говорить. Не ной, все будет хорошо. Нет такого проклятия, с которым не справятся ведьмак и чародейка. Геральт, не ной. А скажи, разве... Впрочем, неважно. О чем ты хотела спросить? Скажи, ты считаешь, что это может быть Цири? Превращенная заклинанием? Даже думать об этом не хочу. Геральт, мы должны об этом думать. Возможно, это она. В Новиграде она искала средства от какого-то могущественного проклятия. Я не хочу бередить это сейчас, я же просто с ума сойду. Давай дальше делать свое дело, а там посмотрим. Мы прошли за Цири весь ее путь по Скеллиге. Пора возвращаться на континент. Перед отъездом я хотела сделать еще кое-что. Кое-что важное. Что? Давай встретимся в Ларвике, в зале воинов. Там и поговорим. Хорошо. Тогда скоро увидимся. Спасибо. За это и за помощь в роще. Без тебя я бы не справилась. Пожалуйста. Геральт,
Ты меня знаешь. Я редко раздаю комплименты, но всегда искренне. Ну, поехали. Ну, пошла. Решил составить мне компанию? Никогда не знаешь, что может случиться посреди темного леса. Думаешь, кто-то может меня обидеть? О, вижу, тебя по привычке тянет в леса. Ладно, тогда встретимся в Ларвике. Быстрей. В смысле тянет в леса? Ну, ё-моё, ну вот на полметра где-то от нее отстал, все, она уже там все. Посчитала, что я от нее уехал. Обожаю эти, блин, расстояния. Чуть-чуть влево, чуть-чуть вправо, и все. Обижаются. Блин, еще эти FPS за сегодня меня так уже задолбали. Хоть бери и не загружайся никогда просто. Сегодня день, конечно, веселенький. Сейчас, если еще вылет будет, я вообще бомбану. Очередной. Целый стрим, целый день веселуха какая-то сегодня происходит. Главное, что 120 зрителей. Да, вот Азель точно так же мне сказал. Зато 150 зрителей бы прям... Никогда не знаешь, что может дежавю случиться у меня. посреди темного леса. Один в один. Думаешь, кто-то может меня обидеть? Думаю, я должен предостеречь каждого, кто будет настолько глуп, чтобы попытаться. Это плата за просмотры. Куча платы что-то. И шорт-стрим минус, и вылеты, и FPS. Ты нам тут не нужна, ведьма! Ты всегда умела расположить к себе людей. Они меня спровоцировали. Ну да, я видел. Ты хотела поговорить? В императорской библиотеке я наткнулась на книгу Амоса Вар-Ипсиса, специалиста по джиннам. Как говорят, он сгинул где-то на Скеллиге. Я тут порасспрашивала о нем, Амоса прежде чем Вар-Ипсиса. испортила их рощу. Некоторые этого Амоса помнят до сих пор. Известно, что с ним стало? В последний раз его видели у побережья Хиндерсфьяля, а потом разразилась буря, самая сильная за 100 лет. Значит, он пошел на корм рыбам. Не факт. Я должна понять, что с ним случилось. Зачем? Ты его знала? Нет. И меня интересует не он, а его джин. Почему ты, собственно, им интересуешься? Джинны обычно очень опасные и всегда злобные. Я помню. Но игра стоит свеч. Подчинив его, я получу огромную силу. А она может нам пригодиться. Думаешь, у этого чародея был джин? Так, по крайней мере, следует из его книг. Он описывал, как обуздал джина и как черпал энергию из его силы. Будь у него джин, буря была бы ему не страшна, он же мог произнести желание. Возможно, у него не осталось желаний. Или случилось что-то неожиданное. Ну хорошо, и чего ты ждешь от меня?
что ты поможешь мне найти Джина. Золото в награды я не обещаю, но ты можешь рассчитывать на мою признательность. Раз ты так хочешь. Хорошо, я помогу. Спасибо. На пристани уже ждет лодка. Пойдем. Край с тремя товарищами на Унтвик отправился. все еще разносят. Лук, топор и меч. Вижу, ты все уже приготовил. Ну да, Откуда ты знала, что я соглашусь? я не знала, но решила рискнуть. Веди. Хоть раз бы взял инициативу на себя. А ты бы позволила. Зависит от обстоятельств. Корабль с Джином затонул где-то здесь. Не слишком определенно. Я наложу заклятие на лодку, и мы сможем понять, когда будем проплывать над островом корабля. Ну тогда за дело. Пустишь меня к румпелю? А я могу отказать? Нет. Геральт пассажир. Что-то я не уверен, что мне Впервые. нравится затея с Джином. С одним мы когда-то справились, помнишь? Помню, когда Лютик чуть не лишился голоса. На счастье, его спас твой экзорцизм. Ага. Откуда мне было знать, что это значит? Иди отсюда и отымей себя. Надо было учить иностранные языки. Ты до конца жизни будешь мне это припоминать? Ты сам об этом позаботился. Я просил, чтобы мы всегда были вместе. А не чтобы ты указывала мне на все мои промахи. Будь осторожней в желании. А если уж желание исполнилось, прими последствия с достоинством. Да. Что до промахов, почему бы над ними не смеяться, если они забавны? Что-то здесь есть. На дне. Здесь слишком глубоко. Ты не донырнешь. Ты меня недооцениваешь. Как раз наоборот. Я даже попросила тебя о помощи. Я наложу на тебя заклятие. На какое-то время оно замедлит твое сердцебиение. И ты сможешь дольше продержаться под водой. Эсат эйх кридери фаун. Готово. Осторожней. Водичка, не холодно? Не холодно, Геральт не успел ответить. Ну как? Ян, ты же знаешь, я не люблю, когда ты читаешь мои мысли. Я не читаю твои мысли. Это просто телепатия. Кстати, тебе есть что скрывать? Если бы было, я бы тебе не сказал. Видишь что-нибудь интересное? Здесь остов корабля и какая-то пещера. Сейчас посмотрю. Поломанные мачты, доски и великое множество утопцев. Похоже, их приманили тела команды, а потом они устроили здесь логово. На носу фигура клана Друмонд. Это не тот корабль. Возвращайся. Телепатией общаемся? Ага. Такой особенный звук. Я редко где в играх что-то подобное слышу.
теперь? Куда ведет след? Что у нас там по уровню? Еще чуть больше половины уровня, и будет наконец-то нам новый сет. А когда мы найдем Джина, что ты будешь делать? Попросишь новое корыто, потом высокий терем, потом захочешь стать вольной царицей? Мы по-прежнему говорим о Джинни или уже о золотой рыбке? Неважно. Оба исполняют желания. Чего хочешь ты? Скоро узнаешь. Так, стоп, мне опять надо отлучиться, как в прошлый раз по делу. Сейчас вернусь.
Все, я снова тут. Плывем дальше. Там что-то есть. Очередной остров. Посмотрим, не здесь ли прячется наш джин. Я нашел какой-то остров. Он тут давно, все доски сгнили. Попробуй осмотреться. Что-нибудь должно указывать на то, что это корабль чародея. Скелет мужчины. Кто-то пригвоздил его череп топором к палубе. Смерть, достойная воина Скеллиги. Судя по знакам, это воин из рода Димун. Значит, он был родом с Фарер. Я кое-что нашел. Баклер со Скеллиги, со знаками клана Хаймэй. Это род Донора. Когда этот щит здесь оказался, Донор еще пачкал пеленки. Сомневаюсь, что хоть один из этих кораблей принадлежал чародею. Это старые затопленные дракары. Тогда возвращайся и продолжим поиски. А музыка какая на фоне играет. Одна из моих любимых. Скайр Морхена, по-моему. Я кое-что нашел. Баклер Так это ты говорил уже, клана Герман. Хаймэй. Это род Донора. Когда этот щит здесь оказался, Донор еще пачкал. В борту застряли стрелы. Такое оперение у воинов с Фарер. На этот корабль напали люди с Фарер. Все, возвращаемся. Красивая, да. Она была в этом в прологе игры, где мы в Каэр Морхене в самом начале были. И еще будет, когда мы туда вернемся. Такое место. Одно из лучших моментов во всей игре. Плывем дальше. У тебя получается все лучше и лучше. Если бы ты помогала мне внизу, было бы еще быстрее. Я предпочитаю наблюдать за событиями сверху. Как когда мы искали золотого дракона и нас сбросило с дороги обвалом, я держался за сорванный мост, а ты повисла у меня на поясе и наслаждалась видами, помнишь? Внизу была чудесная пропасть, шумели деревья, журчал ручеек. Помню, помню. Хотя мне больше нравился вид прямо перед глазами. Странные какие-то скалы. И кажется, что-то есть на дне. Я проверю. Видишь что-нибудь? Здесь не что-нибудь. Здесь огромный кратер, как от метеорита. Я должна на это посмотреть. Все-таки решила намокнуть. Нет, я наложу на тебя заклятие и буду видеть твоими глазами. Расслабься. Это не метеорит. И первое, что она увидела, как я с сиреной тут сражался под водой. Типа. Огромная сила срезала морское дно, скалы и все, что было в пределах телепорта. Я всегда говорил, что порталы штука опасная. Кажется, мы на верном пути. Ищи что-то, в чем могли запереть Джина. Хорошо, только оставь уже в покое мои глаза. Здесь мало места для нас двоих. Серебро, столовые приборы, украшенные жемчугом. Этот корабль принадлежал какому-то богатею. Амос был не из бедных. Вполне возможно, это его корабль.
Кто-то перерезал эту корзину ровно пополам. Пойду я, удачного стрима. Давай, удачи. Джина здесь нет? Это определенно тебе понравится. Что? Половина печати. И правда? Возвращайся наверх. Только половина. Она хоть как-то поможет? Я попробую локализовать другую часть. С точностью метров до 20. И где вторая часть, там должен быть и Джин. Вот именно. Ты готов? Я перенесу нас на счет 3. Нет, только не портал. Не ной. 1, 2. No, только не портал. 3. Ты сказала на счет 3. Ну да. Так, теперь давай осмотримся. Ян, не спеши. Сначала объясни, чего ты на самом деле добиваешься. Зачем тебе этот Джин? Ты уже знаешь. Сила Джина бесценна для чародеев. Именно поэтому я хочу узнать, как ты собираешься ее использовать. Ты не стала бы тратить столько трудов просто так. Да, это важно для меня. Очень важно. Ох, сколько это продолжается, Геральт? Все это между нами. 15 лет. 20. Мы расходимся, сходимся. Нас будто притягивает друг к другу. А я все еще не знаю, настоящее это чувство или просто шалость Джина. А, вот в чем дело. Ты про мое последнее желание. Ты попросил Джина, чтобы мы всегда были вместе. А я хочу отменить это желание. Зачем тебе это? Чтобы узнать, что случится. Будем ли мы по-прежнему важны друг другу? Или станем чужими? А если я не хочу этого знать? У тебя уже нет выбора. Пойдем, обыщем корабль. «109 молчунов на ютубе». Да, потихоньку меньше и меньше. 180 был пик, потом 150, уже Чудак, 130, это 109. Он пожелал, чтобы Джин все перенес меньше, полкорабля на меньше. вершину горы? Не обязательно. Джинны по природе злобные и проказливые. Этот мог просто исказить желание господина. В таком случае не желай, пожалуйста, чтобы я исчез из твоей жизни, ладно? Я еще не решила, как это сформулировать. Надо осмотреть корабль. Ничего интересного. Здесь ничего нет. Любопытно. Надежда. Мощь Игни. Любопытно, как говорит Геральт.
тайн Агнессы из Глянвеля. Ну, посмотрим. Мощь первоэлементов Джан Батиста. Отличные ботинки. Похоже, удар о землю был столь силен, что их владельца из них просто выбило. Ну, посмотрим. Должно быть, здесь чародей спал. Кого-то тащили по земле, или он сам проехал, когда палуба внезапно перевернулась. Здесь искать нечего. Ничего интересного. Да что ж нигде ничего интересного. Ян, кажется, тебе стоит на это посмотреть. Что там? Это Амос. Почти как на гравюре в книге. Только с проломленной головой. Это Джин его так отделал? Нет, он бы не напал на господина. Больше похоже на несчастный случай. Когда разразился шторм, Амос, наверное, произнес желание в стиле «Забери нас отсюда хоть на вершину горы». И Джин исполнил желание дословно. Потом случилась жесткая посадка. Амоса вырвало из башмаков и швырнуло о стену. А книжная полка довершила дело. Я всегда говорил, что избыток власти убивает. Если он погиб при телепортации, то печать может быть по-прежнему у него. Воля! Браво! Пойдем на палубу, я кое-что придумала. Холод законсервировал останки. Он умер от травмы головы, полка расколола ему череп. Приземление на вершине было очень жестким. Отойди-ка. Что ты собираешься сделать? Вызвать Джина и схватить его? Вряд ли ему это понравится. Прикрой меня. Kein Ding Briefkaiste ein Wichar. Kaiste ein Disglair, Gverit mi kasse. Мы воюем с облачком. Ты его ослабишь, а я заключу в шар. У меня нет случайно в бестиарии теперь Джина. Духи и призраки. Нет. Духи стихий, да. Духи стихий. Вимерит и магических тварей. Отбросил бомбу. Опять. А я тоже как бы помираю.
Кажется, я этими бомбами только себе мешаю. Потому что я не могу активировать. Попался! Твой господин умер, прежде чем произнес последнее желание. Я не могу покорить тебя. Мы можем бороться до бесконечности. Или я могу тебя выпустить, если ты кое-что для меня сделаешь. Ты видишь заклятие, которое связывает нас? Только Джин может снять заклятие другого Джина. Сними его, и будешь свободен. Ты свободен! Буря утихла. Да. Все кончилось. Может, сядем? Ты что-то бледновато. Вовсе нет. Ну почему бы не сесть? Тебе уже лучше? Я же сказала, со мной все в порядке. Не притворяйся хотя бы передо мной. Бой был тяжелый. Может, не настолько тяжелый, как в прошлый раз, когда мы приручали Джина, но все-таки... Это вообще ни в какое сравнение не идет. Тогда досталось половине Ринды, а сейчас я просто устала. Спасибо, что пришел со мной. Одной мне пришлось бы тяжко. Никогда не мог тебе отказать. Может, теперь это изменится. А ты чувствуешь что-нибудь? Ну, что-то изменилось. Я ожидала... Даже не знаю чего. По крайней мере, головокружение. Я думала, ты станешь мне чужим человеком. Что я взгляну на тебя и ничего не почувствую. Но все совсем не так. Ничего не изменилось. Очень жаль, но я уже не хочу быть с тобой. Вот это был бы поворот-отворот. Но мы идем по другому пути. Мы идем по пути со всеми, как я рассказывал на прежних стримах. Может, Джин нас все-таки обманул? Почему? Я тоже не чувствую, что что-то изменилось. Я люблю тебя. А я тебя. Ай, ты чего? Это чтоб не было слишком сладко. Странно. Мы делали это уже столько раз, а у меня ощущение, будто это был первый поцелуй. В определенном смысле так и есть. Кроме того, после слов «я тебя люблю», поцелуй должен казаться другим. Может, испытаем еще кое-что? У Амоса вполне уютная каюта. Геральт, не пережимай. У нас будет еще масса времени на уютные каюты. Надо возвращаться. Я перенесу нас под Каэр Трольда.
следующий раз поедем верхом. Лошадь с такой круче не спустится. Что теперь? Ну, теперь я поеду в Изиму. Надо представить рапорт императору. Цири наше дело, и только наше. Может и так. Но не об этом мы договаривались с Имгыром. Мы обязаны с ним встретиться. Ты слишком верна своему покровителю. Он и твой покровитель, мой дорогой. Не забывай. Иначе он сам об этом напомнит. Раз надо, значит надо. Если бы не Имгыр и его агенты, мы бы даже не знали, что Цири вернулась. Мы в долгу перед ним хотя бы за это. Йен, то, что случилось... Было очень приятно. Давай не будем все портить и копаться в деталях. Я к барону. Заберу у него Уму, потом вместе с ним поеду в Каэр Морхен. Я присоединюсь к вам, как только смогу. До свидания. Береги себя. А поговорить? А то до Каэр Морхена еще ого. Сколько всего может произойти. Геральт? О, сколько всего. Кажется, я нашел твою вещицу. Этот череп украшение? Если так, стиль у тебя здорово изменился. Это оружие. Никогда не видел у тебя ничего подобного. Как ты заметил, у меня изменился стиль. Это тот самый черепок, который мы нашли в самом начале игры в Белом саду. И это все, что она про него рассказала. Эх, жаль. Такая деталь, которую многие упускали. И что-то мало прям про нее рассказали. Всего парочку слов. Ты когда-нибудь думаешь о прошлом? О том, как ты была с дикой охотой? Иногда. Мне странно, что мы выжили. Иридин обычно не оставляет свидетелей. Он и не оставил. Когда я бежал, я потерял память. Это твоя знаменитая амнезия. А у тебя ее не было? Только какое-то время. Когда я попала в руки имперских чародеев, память ко мне быстро вернулась. Когда ты была с дикой охотой, надеюсь, они не причинили тебе вреда? Даже если и так, то я не помню. Все это время я была словно в бреду. Кровь и пожарище. Безумная скачка по разным мирам. Все как в тумане. Но я помню, как ты за мной пришел. Как обменял свою жизнь на мою. Тогда я не успела тебя поблагодарить. Ты бы сделала для меня то же самое. Твоя уверенность так трогательна. Ты не рассказывала мне, как ты оттуда выбрался. Хотел бы я сам это знать. Иногда я припоминаю, будто мчусь вперед, а вокруг красные всадники. Следующее, что я помню, это лес у подножия Каэр Морхена и больше ничего. Чего на самом деле Иридин от тебя хотел? Того же самого, чего и от тебя. Ты не помнишь? Из того, что было там, до сих пор почти ничего. Мы были приманкой, Геральт. Оба. Иридин рассчитывал, что Цири рано или поздно за нами придет, и тогда он ее схватит. К счастью, она не позволила себе обмануть. Как получилось, что ты из заложницы императора стала его союзницей? Однажды в мою камеру пришел не тот же офицер, что и всегда, а сам император. Он сказал, что вернет мне свободу, а императорская сокровищница будет для меня открыта, если только я исполню одну его просьбу. Тогда он сказал тебе о Цири, а ты приняла его предложение. Почему? Общая цель приводит к нетривиальным союзам. Я знала, что должна найти Цири, прежде чем это сделает Иридин.
А если у кого и были силы и средства, чтобы мне помочь, то только у императора. Кроме того, в конце концов, он ее отец. Почему ты меня не искала? Когда к тебе уже вернулись и память, и свобода? Я предположила, что ты быстро придешь в себя. И это ты меня найдешь. В твоем распоряжении были имперские чародеи, а я был совсем один. Ну, не так, чтобы совсем один. Кроме того, я знала, что ты должен был бежать. Потому что Иридин никогда бы тебя не отпустил. Мне он стер память, но вполне возможно, что тебе не сумел. Надо было учитывать и ведьмачьи мутации. Я рассчитывала, что они воспрепятствуют всем повреждениям. Я еще думаю. О чем? Он еще думает. Ян, поговорим? Что, будешь просить, чтобы мы Больше все равно разговоров. остались друзьями? Еще Нет, больше я- разговоров. То есть... Успокойся. Я тебя хорошо знаю. И понимаю, что происходит между тобой и Трис. Не могу сказать, что меня совсем не тянет вмешаться, но в этот раз я, наверное, оставлю все как есть. Ну надо же. Ты пришел сюда мямлить и заикаться, а я вместо того, чтобы в волю потешиться, сделала за тебя всю работу. Похоже на то. Ну уже хватит ерундой страдать. Нам ведь еще нужно кое-что сделать, помнишь? Чувствуешь какой-нибудь эффект от нашей встречи с Джином? Да. И теперь жалею. Ты хочешь сказать, что... Жалею, что мы не попробовали этого раньше. Гораздо раньше. Думаешь, мы бы реже ссорились? Как раз наоборот. Зато все остальное у нас было бы более насыщенным. Вот как сейчас. Спасибо, до свидания. Вот и все. Больше тут ничего. Любишь соленый селедку? Итак. Что у нас еще осталось на скеллике? Гвинт. Я ненавижу. Ну да, Гвинт, конечно. Ты чужак. Думай, куда идешь. Там с друидом Мне квест. эти тряпки Вот Гвинт и Хороший материал, заказы, наверное, только- и все. Нильфгардское солнце? Это еще что? Знамена имперские. Мы на Большой Земле добыли. Я ими пол в главной комнате застелю. Привет, Сьюста. С удовольствием взгляну на твои товары. И правильно. У меня чего попало, не увидишь. Ничего себе, он и подстричь может, и продает. Костюмчики всякие. Все, денег нет. Теперь Гвинт. Ты случайно не играешь в Гвинт? И случайно не играешь. страсть. Совсем Хочешь случайно. Еще бы. Совсем случайно. Есть Сейчас я кое-что тебя особенное. выиграю. Мне из последнего похода привезли лирийские кружева. Очень интересно, конечно, про твои там кружева слушать. О, да и катапульты. Ольгерт фон Эверик.
А не рановато для такой карты? А вот это обидно. Это было близко. Но все равно победа. Браво. Поздравляю с выигрышем. Браво, браво. Здесь подумай. Ельвин. А что у нас там еще по картам, в принципе? Велин 22. Серьезно? На скеллиге всего 3. Ага. Игра по скеллигски, это понятно. Вторая тоже понятна. И третья... Тусент, ага. А вот в Велине 22 карты. Верхняя мельница. А, это, наверное, на тех территориях, которые из DLC. Ну, типа. Ладно. Что у нас тут осталось? Один квест, по-моему, полноценный. Вот этот вот. Там заодно и гвинт у этого друида будет. И вот это вот с ним. Потому что по сюжетке нам надо забирать Уму во Вроницах и в Каэр Морхен. А Каэр Морхен мы оставим, наверное, на следующий стрим, потому что опять новая локация. Последняя локация. Небольшая, но последняя. Довольно важный момент будет. Так что сегодня вот доделаем, наверное, вот последние квесты, которые остались. Вот этот гвинт. Вот это задание с алхимией, с друидом. Может, заказы еще какие-то, и на сегодня будет все, скорее всего. А то уже 4,5 часа. На скеллиге мы почти все сделали. Что можно было бы. Красивые мечи, но по мне лучше добрый топор. Как только я начну, вы разойдетесь по домам, сегодняшнего дня. и запрете двери. Не нравится мне это. Не должен ты из-за нас шею подставлять. Все будет, как скажешь. Может, на корабль хочешь наняться?
Ты Фритьев? Верно. А тебя, ведьмак, как зовут? Как зовут? Приблуда, чужак, мутант. Но бывает и по имени. Геральт из Ривии. Ха! Человек, способный посмеяться над собой. Мне это нравится. Так что же я могу для тебя сделать, Геральт из Ривии? Опять стали непопулярными. Меньше 100 ботов. Не, ну главное сейчас только не зажраться. На прошлом-то стриме там 60 было, и мы были все в шоках. А тут уже все, она меньше 100, уже все, это фигня, это мелочь, это все непопулярно, все. Нам подавай уже больше 180, вот другое дело. Тут главное не наглеть. Не выделываться. А то даже такого не будет. Мне интересно, сколько там часов по итогу будет. Сильно я удивлюсь или нет? Гремест призывает тебя к себе. Он хочет, чтобы ты провел с ним какой-то ритуал. Ритуал? Может, такое, что превратит его из пакостного козла обратно в человека? Я бы съездил к нему, хотя бы по старой памяти. Но у меня сейчас полно забот поважнее. Оглянись. Видишь, как высохла эта земля. Здесь не было дождя несколько недель. Трава на пастбищах увядает. Овцы падают от голода. Я должен привести сюда дождь, но боюсь, что... Подожди. А ты мне не поможешь? Интересно, как? У меня много способностей, но вот погоду менять я не умею. А здесь нужен другой дар. Рубить мечом. Видишь ли, мать природа не любит, когда что-то отнимают у нее силой. Значит, нужно будет защищаться. И защищаться так упорно, что, пожалуй, мне пригодится защитник. Так что скажешь? Зажрались на ботах. Ну что есть, тем и радуемся. У меня нет меню какого-то выбирать. Такое или сякое. Что есть, то есть. И этому радуемся. Как я говорил сегодня, мне даже пофиг на то, что 0 в чате зрителей, на вот эти фантомные боты. Мне главное сейчас часы. Если вот эти фантомные боты, там часы реально нормально прибавляют, то мне это самое главное. На все остальное без разницы. Мало, много, кто-то есть, нет. В чате именно. В идеале, конечно, да. Хорошо было бы. Ну, если нет, ну, прям не трагедия какая-то. Если ты потом поедешь к Греместу, тогда да, я помогу. Договорились. А теперь давай за мной. Самое время для небольшой бури. Набили черных, насжигали деревень и даже, сука, без синяков вернулись. Ты меня обижаешь. Боже, зериканец. Приносишь в жертву животных? Лучше принести в жертву пару коз овец, чем сжигать людей на кострах, как на большой земле. Скука! Сварм! Ватнахалла! Ого, начинается. Начинается. Туманники, добрый вечер. Блотта Кимель! Блотта Милла! Брака оф Бликстар! Зараза, много их. Рунудуку Джабаджар Акунда Мондулю! Джабаджар. Джабаджары вообще это да. Джабаджар еще крут.
О, пошел дождик. Гроза, мать ее. Такая славная гроза у меня давно не получалась. Ты видел эти капли? Крупные, как горох. Я что-то отвлекся на туманников. Они тоже получились вполне породистые. Да, к сожалению. Они всегда такими выходят. А может, это и к лучшему. К лучшему? Почему? Если перемена погоды не была бы связана с таким риском, мне бы давно оторвали голову. Одни бы хотели дождя, другие — солнца. Одни бы требовали шторма, а другие — моря гладкого, как лист стекла. А так люди приходят только когда им действительно нужна помощь, а не когда им только чудится. Понимаю, мне тоже иногда не хочется бегать за накером или утопцем. Теперь ты поедешь к Гремисту? А как же? После такой работы я с удовольствием немного... С удовольствием помогу ему в ритуале. До свидания. Помогу в ритуале. Угу, угу. Да пусть тебе. Так, а вот сюда уже проблем не будет добраться, телепортов там нет, придется ехать на своих. Нет мне помощи, Ты нет кто? мне спасения. Внезапно. Боги, помогите, чем я вас прогневал? Взгляните на его кошелек. Бери его, сыночки. А, понятно. Я-то уж подумал. Какой-то квест внезапно. Подобных квестов было уже немало. Но они не особо интересны. Давай, плотва. Что-то там летает уже большое. Виверна. Ух ты! Это луна или солнце? Прям красное. Красота. Так. Ты же не скатишься сейчас, надеюсь. No. Как туда вообще добираться? А, вот дорога же. Чуть-чуть не доехали. Эх, скоро нам придется покидать Скеллиги. Моя любимая локация. Но с другой стороны, Каэр Морхен тоже довольно неплохая локация. Она мне где-то на втором или на третьем месте. Так-то. Не то чтобы прям и мега жалко, но все равно жалко. Это музычка скоро закончится. Нехорошо. Нормально, один удар, пол хп. Опять.
Опять циклоп. Пьяный циклоп. С циклопом разобрались, теперь можно спокойно осмотреться. Вот и рецепты. Пергамент поблек, но текст читается. Повезло. Здесь осталось немного солода. Сюда, наверное, кладут солод. Готово. Теперь нужно прокипятить солод. Я так и не понял, зачем нам ботов включили. Я тоже. Не знаю, это YouTube сам или это кто-то из зрителей. Не знаю, мне благодарить или ругать за это. Наверное, хватит, пора охлаждать. Вот так-так. Оказывается, я неплохой винокур. Ну, Геральт, ты удивляешь? И остался цветок. Поедем прямо отсюда. Но что самое важное насчет этих ботов, это то, что походу часы они мне накрутили нормально. Хотя, как я говорил Азелю, мы читали, что если бы это были боты, то там часы бы не засчитывались. Я еще специально жду как раз вот эти дни, пока проходят, чтобы там полоски проверять. Эти часы наверняка, они в аналитике стрима самого. Но вроде засчитывают. Значит, это может не боты. Мы говорили, что может это что-то другое, что-то какая-то другая разновидность накрутки, я не знаю. Но оно работает. С часами мне это определенно неплохо помогло. Мы уже довольно близки к цели становимся. Хоть какой-то плюс неплохой. На листьях еще есть. Очень даже важный, я бы сказал.
кто-то а не сорвал просто цветок неплохой. совсем недавно. — 180 молчаливых зрителей. Очередной искатель Курослепа. Очередной? Нет числа тем На молодым данный момент друидам, уже которых 86. Гремист послал в этот лес. Они выходят оттуда высушенными, с пустым взглядом, без цветка. И никогда не говорят, что с ними произошло. Я просил Гремиста, чтобы он отказался от этих испытаний. А он в ответ только смеется. Но все, шутки кончились. Один из наших новичков, Рамунд, не возвращается. Я пришел сюда, чтобы найти его. Живого или мертвого. Что ты знаешь про этот лес? Немного. Забавно, правда? Друиды должны знать в лесу каждое дерево, каждый куст. Но даже мы понимаем, что в некоторые части острова лучше не заходить. Зверей укрощать мы умеем, но вот чудовищ уже нет. А у одного из них тут, говорят, логово. Кто тут? Леший? Баюн? Не знаю. Я уже говорил. Те, что там были, никогда не говорят, с чем встретились. Ты ищешь друида, я цветок. Нам по пути. Если хочешь, идем дальше вместе. Почему бы нет? Помощь умелого следопыта мне не помешает. Иди вперед. С цветка оборваны все лепестки. Следы копыт, но конечностей только две. Ну, суккуб, значит, по-любому. Элементарно, Ватсон. Слава твоя не умрет никогда. С цветка оборваны все лепестки. Да. Ты уже говорил. Ох уж эти звуки, блин. Там волки рычат, там пауки эти бродят, там, блин, водная баба свои звуки смешные издает еще. Кто-то устроил ему похороны. Не очень ловко, но старательно. Множество царапин, но ни одна из них не выглядит смертельной. Тело высушено. Я его знаю. Это Йори Белый из Каэр-Трольде. Он умер далеко от дома. Вот мерзость. Покажи, что умеешь. Ну, еще только этой дряни не хватало. Но зато у меня помощник есть. Сука! Опять яда не дали. Да что ж такое, мне яд как раз из этого головоглаза там очень надо для крафта последних зелий. И мне, как назло, все дают как раз кроме этого ингредиента. Ну, как всегда. Здесь тоже росли цветы, но их сорвали. Все до единого. Теперь волки. Ну сколько можно. Вот отстаньте вы все от меня. Куда побежал? Где этот друид, блин? Он пошел тут сражаться. Ну ты нормальный вообще. Ты дурачок.
Где он? Ты, блин, успокоишься или нет? Или ты на каждого волка тут будешь бежать? Весь лев хочешь зачистить или что, блин? Еще волки. И как назло, живности что-то тут слишком много. На который этот как раз отвлекает остановку. Ой, надеюсь, это все. Миллион волков. Так, я отсюда и пришел, наверное. Не в ту сторону. Следы ног, некоторые свежие, другие едва видны, и все ведут в одну сторону. Нет, нет, перестань, умоляю. Перестань, мне щекотно. Вот я тебя сейчас пощекочу, ах ты коза противная. Оставь его, проклятый суккуб! Рамонт, отойди от нее! Успокойтесь! Со мной все в порядке. Я здесь сам. Ты не знаешь, что говоришь. Она тебя очаровала. Мы видели, какой конец ждет тех, кого это чудовище берет в свои объятия. Мы видели тело Йори. Тогда вы видели, что я похоронила его, как велит обычай. Я не хотела его убивать, он был очень стар. Я предупреждала, что этим может закончиться, но он все равно приходил. Я не верю в твою ложь и не дам себя обмануть твоими мерзкими прелестями. Я убью тебя прямо здесь. Я не вижу повода ее убивать. Она монстр, верно? Но разумный и совершенно безопасный. Не бывает безопасных чудовищ. Так же, как не бывает сухой воды или холодного огня. Но если ты не хочешь мне помочь, я сам ей займусь. Не советую. Я сюда еще вернусь. С тем, кто носит меч не для украшения. Зачем ты меня спас? Если ждешь, что из благодарности я пойду с тобой в постель, тебя ждет разочарование. Я не делаю этого с ведьмаками. Тебе не нравятся мужики в шрамах? Мне не нравится, если от мужика смердит кровью. А от вас я всегда чувствую ее запах. Кровь бесов, чертей, моих братьев. Случается, правда. Но в отличие от тебя, у бесов и чертей... Нет полных грудей и прекрасного лица? Знаю. Поэтому их так просто убивать. Все немного сложнее. Давай не будем об этом. Нет, значит нет, я понял. Ты можешь отблагодарить меня иначе. Я ищу цветок курослепа, а ты знаешь этот лес как свои 5 пальцев. Может, подскажешь, где его искать? Я тебя даже отведу. А ты, Рамунд, продолжай собирать фиалки. Только цвета индиго. Индиго? Это значит голубые? Нет. Индиго — это значит индиго. Ах, мужчины. Ах, мужчины. Индиго значит индиго. Зачем тебе все эти цветы? Все-то тебе надо знать. Сейчас увидишь.
Красиво, правда? Колокольчики, фиалки, калужницы, курослепы. Надо будет нарвать еще и дельвейсов. Возьми один цветок, но не больше. Мне пришлось потрудиться, чтобы эта пещера хоть как-то выглядела. А теперь иди. Я кое-кого жду. Забавно, что мы тут нашли меч невеста. И именно тут. Вернуться к Гремисту. Интересно, что с ней станет. Тот говорил, что он еще вернется. Ау. Иди-ка сюда на арену. Вот и все. Шалом. Привет, Нильгардит. Ты почти прям под конец стрима зашел уже. Мы тут еще чуть-чуть и уже собирались закругляться. И, кстати, шорт-стрим, как ты заметил, его сегодня нет, но на самом деле он был, просто там в процессе стрима был один вылет в игре, из-за чего OBS тоже там чуть-чуть залагал. А, собственно, из-за этого, что OBS залагал, и шорт-стрим тоже подвис и вообще закончился, к сожалению. Поэтому сегодня без него параллельно. Но изначально он был. Да?
Как-то так. Я сделал все, о чем ты просил. Ты показал себя молодцом, парень. Ну что, Фритьев, начнем? Чем быстрее, тем лучше. У нас впереди тяжелая ночь. В этом ритуале могут принять участие только члены внутреннего круга. А потому, дорогой мой ученик, тебе придется подождать снаружи. И ни под каким видом не заглядывай внутрь. А с утра начнем обучение. Ты скажешь, наконец, в чем дело с этим ритуалом? Да что ж ты такой зануда? Скажу только, что это проблема крайне жгучая. Ну а теперь кыш во двор. Кыш-кыш, Геральт. Вон. Ну, я пока помедитирую. А, подождать до завтра. Тогда еще помедитирую. Какая была реакция Геральта на сон? Какой сон? Я потерял опять какую-то суть разговора. Nine Souls, сон Геральта. А, вы про тот сон. Так, секундочку. Так, все. Геральт был в афиге просто. Просто в шоке. Что тут происходит? Давай еще. Ну и товар. Самый лучший из Морскогена. А спиртик с Градовой горы. Наконец-то мы немножко погудели, Фритьев. Наконец, хоть что-нибудь, кроме этих сучьих эликсиров и трансмутаций. Я вижу, ритуал еще продолжается? А чё ты рот не открываешь, когда говоришь? Говорил же я тебе что только друиды внутреннего круга. Круга-сруга. Парень не так набегался. Ты б его в угол еще поставил. Ну, хорошо. Геральт, налей себе. И начнем обучение. Может, ты сперва протрезвеешь? Если я протрезвею, у меня случится похмелье. И нам с тобой будет очень трудно начинать сначала. Садись. Начнем с усвоения токсинов. Тут, понимаешь, практика лучший учитель. Ага. В таком случае у меня уже есть кое-какой опыт. Тем лучше. Ты освоишь мои секретные методы. Смотри. Берешь эликсир и буль-буль. И буль-буль. А говорят, старость. Да. Вот это квест. Конец квеста в итоге заключался в чем? В том, что берешь эликсир и буль-буль. И все. И конец. Вот это высшая алхимия.
Я научил тебя всему, что умею. Да. Чего еще ты хочешь? Научил, конечно. У тебя есть что-нибудь на продажу? Есть. Но я беру дорого. Ух ты, реально много всякого у него. Но и у меня немало. Опять сейчас деньги у него закончатся. Так, что у тебя есть? Вот это тоже беру. Как я говорил, пусть лучше будут запасы. Так, надо ли мне что-то? Нет. Вот это только разве что, но этого у торговцев капец никогда не встретишь, блин. Тогда все. Еще гвинт. Ты часом не играешь в гвинт? Если ты спрашиваешь, не хочу ли я сыграть с тобой, ответ простой. Нет. Боишься проиграть? Понимаю. Отлично, доставай колоду. Если я проиграю, получишь лучшую мою карту. Быстро он передумал. Эх, Весемира бы. Не, что-то фиговый заход у меня. Абсолютно. Вообще такой себе. А вот это ты молодец. Мне работу упростил даже. Чё, неужели победа? С
таким хреновым заходом. Ты победил. Пожалуй, ты готов бросить вызов Лугасу Безумному. Мне прямо интересно, согласится ли он сыграть с тобой на своего Катакана. Ну, пусть и рискнет. И лучшее оружие ни к чему, если слабая рука его держит. Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядишь? С Крахом иди поговори. Не обижайся, я в Гвинт вообще сыграть. Ты случайно не играешь в Гвинт? А чайки случайно не срут со скал? Доставай колоду. Скучно сегодня. Будем играть на моего Катакана. Ну покажи, что ты умеешь. Ладно, 2-0 им тогда. Повезло ему, конечно, с этой картой, которая остается в конце раунда. Больше шпионов. Вау, 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 вау. Да он ва-банк пошел. Двинул бы я тебе между глаз. Только ведь потом начнут говорить, мол, Лугас безумный. Бери Катакана и уматывай. Так и сейчас все так говорят. С одним-то вовсе хорошо управились. Распороли ему Катакан. кишки, вытянули и пустили вокруг Узурпатор. О. Сразу несколько карт. И задание выполнено. Гвинт на Скеллиге всю. Конец. Ну? Я хочу... Блин, до 29 уровня еще совсем чуть-чуть. Значит, на следующем стриме перейдем на новую броню. Прощай. Эх, все чуть-чуть и чуть-чуть. А все никак да никак. Так, еще раз.
Что там по картам? Велен. И Тусент. Все. На Скеллиге у нас все карты из Гвинта собраны. Осталось только Велен и Тусент. Ну, Тусент понятно. Вот Велен. Ну, тут не знаю. В всяких магазинах в основном показано только. Дуэль вот разве что есть. Принц Сирват. Кто бы это ни был. А, 3 дуэли. И задания. Но это, наверное, что-то с DLC там связано. Ну, либо что-то, что мы там еще не сделали, но сделаем. По квестам или по заказам. Ладно, что там осталось? Уродец, сюжетные задания. Дальше. Тут все. 209 заданий выполнено. Заказы еще 5 штук у нас осталось. Сокровища. Ну, сокровища-то я не стрима, наверное, буду собирать. Сегодня уже что-то не хочется. А вот заказы. Вот 28-й, 29-й. Вот эти 3 в теории можно. Вот эти 33-й, 35-й все-таки на потом оставим. Но я тоже, наверное, думаю, даже эти 3 заказа тоже где-то на потом оставить. В следующий раз пойдем за уродцем во Вронице. Отправляемся в Каэр Морхен. Насколько я помню, мы из Каэр Морхена все равно сможем потом телепортироваться на старые локации. Вроде как. И вот как раз там чуть-чуть отвлечемся от Каэр Морхена, от его исследования, и чуть-чуть вот эти вот заказы доделаем. Ну и сам Каэр Морхен тоже, да. Так что следующий стрим будет посвящен Каэр Морхену. Сегодня, думаю, хватит. 5,5 часов опять наигрались. Более чем. Следующий стрим будет во сне Геральта? Наверное. Все на сегодня. Закругляемся. У нас уже который стрим подряд